большая лига арабских государств у нас сегодня парламентском уровне. شكرا معالي الرئيس فخورين بلقائكم اليوم. Спасибо, господин президент. Для нас честь встретиться с вами сегодня. معالي مجحم الصقور عضو البرلمان Господин Сакур, член арабского парламента, представляет Иорданское королевство. هشام الحصري Он представитель Арабской республики Египет. النصية عضو مجلس عضو البرلمان النصية. العربي Оплат представителей Ливии. دكتور حسن الحامي Доктор Хасан Аль-Хами, سياسي البرلمان العربي. царит по политическим вопросам арабского парламента. Прошу. Господин председатель, мне действительно приятно сегодня с вами иметь разговор и встретиться, потому что с руководством ваших стран, которые вы представляете, и не только ваших, но и стран, которые входят в Лигу арабских государств, у меня сложились давние, добрые отношения не только на государственном, но и на личном уровне. У нас есть существенная основа укрепления наших отношений и база наших отношений – это мирный подход к решению любых вопросов и решение всех вопросов дипломатическим образом за столом переговоров, если таковые вопросы возникают. Ну, не обходилось и без критики, вы, наверное, это все читали. Я сторонник того, чтобы арабские государства были более близки друг к другу, чтобы они, занимая консолидированную позицию по глобальным и существенным вопросам в мире, были едины в отстаивании той или иной точки зрения. Такая критика из моих уст звучала, особенно после того, как израильская армия разбомбила Газу. Для нас очень важно, чтобы наши отношения со всеми странами арабского мира имели такой же уровень, как с Арабскими Эмиратами, Египтом, Ливией, Сирией и другими странами, Иорданией. Ну, по крайней мере, все вы представляете эти страны. Нам хотелось, чтобы и с другими странами у нас были такие отношения. Но, скажу откровенно, не всегда у нас получается выстроить такие дружеские отношения, как со странами, которые вы представляете сегодня. И вы знаете, парламентское измерение, народная демократия, вершиной которого является это парламентское измерение, играет в этом процессе большую роль. Я имею в виду выстраивание тесных дружеских отношений, которые бы были основаны на экономике, на экономической базе. Поэтому я с большим удовольствием, встречаясь с вами, поддерживаю те документы, меморандум, насколько мне известно, которые вы хотите подписать с нашим парламентом. Мы будем всячески привержены этим инициативам двух парламентов, и в любой момент, при вашем желании, мы готовы встречаться с вами, обсуждать злободневные вопросы наших отношений и хотели бы, чтобы они имели именно практическое измерение. Вашим странам мы можем быть интересны во многих сферах и областях. Вы знаете, что Беларусь – это мощная машиностроительная страна, несмотря на свои размеры, с развитым сельским хозяйством, медициной, образованием, фармакологическим производством и другими направлениями. Но если нужно глубже вам погрузиться в возможности Беларуси, мы с удовольствием вам покажем и расскажем. Но то, что вам надо ориентироваться не только на крупные, глобальные, богатые страны мира, а на и равновеликие страны, такие как Беларусь, это показал и иранский конфликт. Поэтому из всего надо делать соответствующие выводы, признавать ошибки, если они были допущены, и впредь это делать так, чтобы их было меньше. Поэтому мы вам предлагаем сотрудничество, которое бы диверсифицировали на ваши нынешние отношения в нужном направлении для Беларуси, прежде всего. Я, конечно же, не стану характеризовать наши отношения с представителями, присутствующими здесь, соответствующих стран. Мы их хорошо знаем, это неплохие отношения. Мы хотели, еще раз повторюсь, таких же отношений и с другими арабскими государствами, которые входят в Лигу арабских государств. شكرا معالي الرئيس ونشكر فخامتكم فخامة الرئيس على إتاحة هذه الفرصة اليوم لنا للقاء بكم
Спасибо большое, господин президент. Благодарим за возможность встречи с вами. И мы очень рады, что прибыли в день 32-й годовщины вашей инаугурации. И это очень радостный день для нас также. فخامة الرئيس أود أن أعرب في البداية عن خالص الشكر. Господин президент, благодарим вас за возможность встречи с вами сегодня. Это большая честь для нас. И прежде всего позвольте представить членов моей делегации. نشكركم فخامة الرئيس على ما طرحتموه ونحن Также, господин президент, благодарю вас за ваши комментарии. Мы очень ценим их, и мы будем стремиться, как вы отметили, к укреплению нашего сотрудничества в регионе Ближнего Востока и к развитию отношений на двустороннем уровне и на уровне нашего парламента с Республикой Беларусь. Мы следим за активным развитием отношений Республики Беларусь с арабскими странами, и мы надеемся, что межпарламентское сотрудничество также и далее будет соответствовать этому высокому уровню и будет поддерживать эти отношения. Господин президент, мы благодарны за вашу благородную позицию по вопросам поддержки арабских инициатив, особенно поддержку палестинской проблемы, защиты прав палестинского народа, прекращению незаконных нападений на палестинский народ и особенно с учетом активной позиции Республики Беларусь в региональных организациях, таких как ШОС и ЕАЭС. И мы надеемся, что позиция Республики Беларусь в этом вопросе будет еще более выражена, и чтобы мы могли в итоге прийти к созданию независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме. دولته المستقلة وعاصمتها القدس. نعم كان لنا لقاء اليوم مع فخامة رئيس جمهورية بيلاروسيا. У нас состоялась встреча с господином президентом Республики Беларусь. Это была очень эффективная встреча. Мы обсудили вопросы и торгового, экономического сотрудничества, взаимодействия в политической сфере и договорились о поддержке всех направлений и сфер двустороннего взаимодействия, и договорились о том, что мы приложим усилия для того, чтобы эти отношения развивались более активно. Это первый наш визит арабского парламента в Республику Беларусь. У нас запланированы переговоры с председателем Палаты представителей Республики Беларусь, председателем Совета Республики, Национального собрания Республики Беларусь. И мы планируем обсудить все направления межпарламентского взаимодействия и обсудить возможность дальнейшего укрепления сотрудничества во всех сферах. مبادرات تخدم الدول العربية وجمهورية بيلاروسيا. Уважаемые товарищи, наша встреча в таком широком формате носит практически традиционный характер, потому что в эту пору уборка урожая – одна из самых важных тем нашей страны. Если говорить о менталитете белорусов, то у нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных, в том числе политиков, отсутствует, нам нужно пахать, сеять, убирать хлеб. Потому что и в войны, и в мирное время людям хочется кушать. Это первейшая их потребность. Уборочная страда – это не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки. То есть это забота всего государства
а не только крестьян. Будем с хлебом, будем жить. А чтобы страна была с хлебом и мясом, чтобы предприятия не стояли без сырья, фермы и комплексы без кормов, а госзаказ был выполнен, нужно каждому отработать на своем месте достойно и без всяких сбоев. Все для этого было сделано, и виды на урожай хорошие. Теперь нужно взять этот урожай по максимуму, без оправданий и ссылок на обстоятельства, в том числе на капризы погоды. Такие сюрпризы в наших широтах привычная картина, и опыт предыдущих кампаний у нас имеется. Сейчас на полях все идет параллельно. Уборка зерновых и озимого рапса, второй укос трав. Скоро предстоит сеять озимые культуры. Грамотно все спланировать – задача всей вертикали. От агронома-директора сельхозорганизации до губернатора и правительства. При этом, по информации правительства, прогнозируемый валовый сбор зерна будет более 11 миллионов тонн. То есть уровень прошлого года в этом году мы должны обязательно превзойти. И помните, мы с вами договаривались, что прошлогодний уровень – это уровень, на который мы будем всегда ориентироваться, потому что он был достаточно высоким и напряженным для нашего АПК. Как мне докладывают, в большинстве регионов урожай зерновых в этом году будет не хуже, чем в прошлом году. Есть определенные опасения, правда, за Брестскую область. Мне кажется, здесь больше неточностей, нежели каких-то опасений. По сравнению с 2025 годом на 2 недели возможно задержится развитие кукурузы. И, естественно, уборка кукурузы на зерно прежде всего. Но должен сказать, что на сегодняшний день мы достаточно точно определились по объемам посевных площадей и уборки зерновых колосовых, рапса, кукурузы и так далее. Оптимальные севообороты, может быть, в Витебской области надо что-то будет подкорректировать, и в восточных областях нашей Беларуси, а так вообще севообороты нормальные, с объемами мы определились точно. Это позволило нам, как вы видите, от озимого ячменя до уборки кукурузы на зерно, растянуть уборочную кампанию примерно на 3-3,5 месяца. То, что раньше было сконцентрировано меньше, чем в месяц, все мы убирали, когда меньше рапса было, а зимового ячменя не было, мы убирали все в августе месяце. С первой декады до начала сентября. Практически в 1 месяц. Так, Михаил Иванович? Да, а сейчас нам вот эти посевы озимого рапса, озимого ячменя особенно, позволяют растянуть во времени нашу уборочную кампанию. Но параллель это сохраняется. Параллельно мы с травянистых трав заготавливаем корма. И это создает определенное напряжение. Есть и другие культуры, которые предстоит убирать в это время. Тот же лен, в сентябре подключится свекла. Накануне, обсуждая проблему будущей уборки, я обозначал 2 главных условия для успешной уборочной кампании. Первое – готовность техники и кадров. Я имею в виду активные нашей техники, трактора, автомобили, комбайны, тракторы, а также зерносушильные комплексы должны быть исправны, и за каждой единицей техники закреплены квалифицированные люди. Правительство информирует о том, что готовность техники выше, чем в прошлом году, и составляет 99%. Этого достаточно для полноценной уборки. Думаю, что в начале уборочной кампании у вас будет и 100% готовность техники. В сельхозорганизациях страны имеется 6800 зерноуборочных комбайнов. Кроме того, на уборку выйдет 400 новых комбайнов. Вместе с тем не все так радужно, как хотелось быть. Комитетом госконтроля на 14 июля установлены факты низкой готовности зерноуборочных комбайнов в 36 из 146 проверенных сельскохозяйственных организациях. В отдельных хозяйствах Верхнедвинского, Шумилинского,
Калинковичского, Сморгонского, Ашмянского, Быховского, Кричевского районов к ремонту приступили лишь накануне уборки. Вы не хуже меня знаете, что темпы уборки и минимизация потерь зерна напрямую зависят от обеспеченности хозяйств топливом. Хотелось бы услышать, как обстоят дела на местах с его запасами. Как мне докладывают, проблема с механизаторскими кадрами в целом решена. Дополнительно к уборке привлекли, может пока на бумаге, 2331 человека. Вместе с тем, на 13 июля не все прибыли в хозяйство. Например, в Витебской области 485 механизаторов из необходимых 655. Ключевое условие успешной работы именно в этом году – надежность сушильного хозяйства. Зерно в больших объемах придется пропускать через сушилки как минимум один раз, чтобы избежать потерь урожая. Поэтому все зернотаки и зерносушилки должны быть полностью исправны. Пока готовность зерносушильных комплексов на бумаге составляет 97%. И как меня информирует правительство, имеющиеся 1660 зерносушильных комплексов позволят полностью обработать суточный объем зерна. Ну, из кабинета правительства да, а на самом деле нет. Облетая восток Беларуси, центр, я видел на зернотаках немалое количество зерна, которое лежат в буртах. Надеюсь, вы хорошо понимаете, что остановка зерносушильного комплекса равна остановке всего цикла уборки, массовой порчи урожая, снижению его класса. Факты неготовности зерносушильных комплексов установлены контролерами в каждом пятом хозяйстве. Буквально на прошлой неделе не работали 49 комплексов, в том числе в Витебской области 16, в Гомельской 13, причем в ряде районов это единственное зерносушилка, хозяйство. Например, в Гомельской области не получили разрешение на использование природного газа 15 из 88 зерноочистительных сушильных комплексов. Только начали уборку, уже имеем сверхнормативные потери и бесхозяйственное отношение к сохранности зерна при его жатве, перевозке и доработке. Вот это недопустимо. Такие факты установлены в хозяйствах Жабинковского, Зельвинского, Виллельчского, Пуховичского, Чауского района. Но это там, где проверяли. Особенность нынешней жатвы – нельзя снижать темпы заготовки кормов. Прекрасные первые и вторые укосы трав уже позволили нам заготовить на 5% больше сенажа и на 55% больше сена. Это на сегодняшний день. Только начали уборку, а Министерство внутренних дел уже выявило 46 преступлений. Основные – это хищение комплектующих и запасных частей, взяточничество. И на первом месте воровство горюче-смазочных материалов, чем балуются и ведомство Кубракова. Проблема застарелая. У меня на столе результаты свежего мониторинга, который показал, что местная власть к искоренению хищений подходит спустя рукава или вообще этим не занимается. Поэтому нечистые на руку работники воруют топливо и совершенно уверены в своей безнаказанности. Мы договаривались, что в сельхозорганизации топливо будет подкрашено. Так? Так. Это значит, что работники государственной автомобильной инспекции, прежде всего, руководители хозяйств и другие ответственные лица в любой момент могут проверить это топливо. И если у частного лица или же у милиционера в баке в наличии это подкрашенное топливо, надо отвечать. И отвечать по всей строгости закона, особенно должностным лицам, которые носят погоны или большие портфели. Такие факты были выявлены, и я поручил госсекретарю организовать проверку по всей стране. Пусть это не массово, но мы не можем допустить, когда, я рассчитываю на милицию, что они будут пресекать любые попытки воровства, но они сами страдают этим недостатком. Что
Что особенно возмущает, так это то, что некоторые сотрудники правоохранительных органов, это не только милиции касается, но и других правоохранительных органов, вместо того, чтобы бороться с этими несунами, ходят с ними в долю и крышуют, как в лихие 90-е. Мужики, ну вы же понимаете, что 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим. Пьянки, ну это обычное дело. В ходе проверок выявлены 150 пьяных людей, которые не должны даже нюхать, не то что пить. Как всегда, обнаружены приписки в оперативной отчетности о готовности техники и зерносушильных комплексов. По стране прокуратурой установлен 41 случай, когда техника была готова к работе только на бумаге. Такие факты выявлены в 25 районах Брестской, Минской, Могилевской областей. На мой взгляд, одна из причин этого в том, что отдельные руководители до конца так и не усвоили простую истину. Управлять уборочной надо в поле, а не из окна кабинета. Времени, уважаемые друзья, на раскачку нет. Вы видите, Господь нам не позволяет раскачиваться. Массовая уборка идет на 5-7 дней раньше обычных сроков. И с учетом обильных дождей, умеренного потепления, это будет непросто. Как всегда, помогите тем, кто живет в частных подворьях. Надо людям помочь. В первую очередь надо помочь пожилым, одиноким, которых больше не на кого вообще-то и надеяться, кроме руководителя предприятия, сельхоз и государства. Про дисциплину я даже не хочу широко разговаривать. Это основа. Должна быть железной с точки зрения соблюдения технологий и с точки зрения отношения к своим обязанностям. Я сегодня очень попросил бы всех выступающих быть абсолютно конкретными. Не надо мелочиться и рассказывать про все случаи и руководителю комитета госконтроля, и министру. Недостатки из года в год понятны. Больше, меньше, но они существуют. Поэтому забрасывать эфир разного рода мелочами, это для нас они мелочи на этом уровне, там это не мелочи. Там, где надо работать и давать результат. Поэтому, если у комитета госконтроля должностных лиц есть какие-то претензии к местным руководителям, решайте их на местах. А здесь давайте обсуждать проблемы глобального характера. Как я уже сказал, топливо, техника, укомплектованность кадрами и так далее. Пожалуйста, Василий Николаевич, вам слово. Уважаемый Александр Григорьевич, присутствующие, первое. Поручение главы государства об исправности каждого зерноуборочного комбайна не выполнено. Минсельхозпрод заявляет о 99% готовности комбайнов. Однако, как было отмечено 14 июля, была слабая подготовленность. Плюс к этому в каждой 11-й организации были приписки. В ряде хозяйств есть проблемы с отвозкой зерна. Второе. Качество техники падает. Подменный фонд должным образом не функционирует. Трактор МТЗ в нем не обеспечивает полноценную замену гарантийной техники. Амкадором представлен всего 3 погрузчиками, а мелиоративных машин и прицепов нет вовсе. Запчастей также не хватает. На ряде организаций агросервиса и ремонтных предприятий не создан даже минимальный фонд наиболее востребованных запчастей. Предприятиям Минпрома и агросервисам надо создать в регионах обменные фонды запчастей, включая бывшие в употреблении и региональную базу данных для того, чтобы оперативно решать вопросы. Третье. Допускается простой из-за отсутствия ГСМ. Четвертое. Требование президента на каждый комбайн механизатора лучше 2 не выполняется. На фоне дефицита кадров выпускники без должной подготовки. Некоторые отмечают, пришла молодежь, ужас подготовки никакой, трактористы боятся садиться за руль. Начали объяснять, так они собрались и ушли домой, и не уволишь. Пятое. Не решены вопросы готовности зерносушильных комплексов складских помещений. Факты неготовности зерносушительных комплексов установлены в каждом 5-м проверенном хозяйстве, кроме того приписки. Шестое. Качество уборки и потери. Факты некачественной уборки, сверхнормативных потерь, нарушений при перевозке и хранении зафиксированы во всех регионах, теряет зерно на корню, в кузове, на таку. Седьмое. Кормозаготовка. В текущем периоде кормов заготовили больше, чем в прошлом. Но в каждом 2-м хозяйстве, 81 из 194, нарушение тех регламентов,
Косьба не в фазе, закладка с повышенной влажностью, без консервантов, плохая трамбовка. Еще один вопрос: вкладываем миллионы в мелиорацию, а земля пустует. Проверки показали, что до настоящего времени не введено в сельхозоборот 2500 га, на которых в 2023-2025 году проведена работа. Доклад закончен. Вопросы к председателю. Василий Николаевич, а как дела в вашей области, за которую вы отвечаете, как уполномоченный президента? Как работает Гродненская область? Значит, вчера все губернаторы получили более подробную информацию по каждой области. Я про Гродненскую область. Неготовность зерноуборных комбайнов выявлена в 9. Это где-то второй снизу, условно. Хорошо. Да? В зависимости Я от теперь... позиции хуже или... Я понял, почему вы не говорите про Гродненскую область, а там недостатков больше, чем достаточно. Какие меры вы приняли своей властью к тем, кто не обеспечивает достаточный уровень? Ну, в докладе было очень много примеров, на самом деле, по Гродненской области. Что касается тех мер, то мы информацию не оставляем. Если мы выявляем, что некачественно работает техника, мы ее останавливаем. За это время, последний раз мы собирались в понедельник с утра, обсуждали работу по уборочной кампании. До этого проводили специальное совещание. Ну, меры понятно. принимаемые конкретным должностным лицам, конечно. Великий поэт еще про нас говорил, что мы прозаседавшиеся. Вместо того, чтобы на местах принимать меры, мы заседаем. По всем выявленным Поэтому фактам... премьер-министру и вам предстоит в течение этой и следующей недели принять самые жесткие меры по всем недостаткам. И не надо думать, что мы останемся без кадров. Всех, кого вы там повыгоняете на местах, должны с вашего разрешения трудоустроиться на другую работу. Если захотят в Польшу, пожалуйста, пусть едут в Польшу. Но вот этого бардака терпеть никто не будет. Тем более не мне вам объяснять, чего стоит нам топливо, запчасти, техника в наше время. И спокойствие обеспечить, и безопасность. Вот я попрошу министра обороны, чтобы он вам рассказал, что вокруг происходит. Поэтому у вас время эта неделя и следующая. Принять жесточайшие меры и доложить. В том числе доложите мне по уполномоченным президента, которые работают. Витебская область, Витебская. Но у нас там руководители парламента отвечают за эту область. Отвечаю, новый губернатор там. Сколько мы будем тут молоть языком про эту Витебскую область? Вы меня поняли. Так точно. Поэтому принимайте меры и докладывайте. Особенно обратите внимание на мое поручение обеспеченности кадрами. Мы договаривались, никаких поставок сельхозпредприятиям энергонасыщенной и прочей техники, если нет механизатора. Зачем туда отправлять комбайны? Это касается и тех комбайнов, которые там есть. Распущенность и разболтанность крайняя. Эта неделя и следующая. И мне доклад. Публично. Присаживайтесь. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые участники селекторного совещания, в текущем году нам предстоит убрать зерновых и зернобобовых культур вместе с кукурузой на зерно и рапсом на площади 2,4 миллионов гектаров. Рапса мы должны убрать на площади 486 тысяч гектаров. Это плюс 64 тысячи гектаров к уровню прошлого года. В этом году у нас рапс сохранился хорошо. Кукурузы на зерно 390 тысяч гектаров, плюс 9 тысяч гектаров к уровню прошлого года. По оценкам специалистов и ученых, биологический урожай первоначального прихода в весе, как уже сказали Александр Григорьевич, в этом году на полях стоит не ниже уровня прошлого года. В целом зерновых и колосовых мы планируем взять около 8 миллионов тонн. Кукурузы на зерно 2,4 миллиона тонн, плюс 500 тысяч тонн к уровню прошлого года. И рапса 1,2 миллиона тонн, плюс 200 тысяч тонн к уровню прошлого года. Аграриями приняты меры по своевременному севу зернового клина, проведению уборочных работ, но, к сожалению, как вот и Василий Николаевич докладывал, конечно, есть недостатки. И сегодня мы тоже ведомство Минсельхозпрода это видим.
Для поддержания готовности техники организовано снабжение запасными частями, созданы мобильные ремонтные бригады и подменный фонд техники в количестве 12 зерноуборочных комбайнов. Они находятся в каждой области по 2 на тех центрах, значит, наших предприятий промышленности. На складах холдинга «Гомсельмаш» имеется запасных частей на сумму 41 миллион рублей. Это двигатели, агрегаты, элементы и так далее. Я их перечислять все не буду. Техническая возможность имеющегося парка при благоприятных погодных условиях позволяет произвести массовые работы по уборке зерновых и зернобобовых культур в течение 30 дней. Крестоцветных культур 13 дней. Прежде чем что-то скажут губернаторы, если у них есть что-то сказать, хочу предупредить, прежде всего, ответственных, уполномоченных и помощников президента. Третий губернатор. Головой ответите за порядок в уборочной кампании. Я знаю, кто там бывает, а кто нет. И если вы думаете, что можно так с прохладцей пройтись и потом посидеть в кабинете и показать, что ты там бывал и что-то делал, так не получится. Я это хорошо знаю, и вашу систему. В правительстве пока уборочной кампанией не занимаются. Ну, может быть, в промышленности рванули. Я персонально поручал премьер-министру посмотреть за промышленностью. Комбайн, зерносушилка должны быть в идеальном состоянии. Вы видите, какая погода. Эта неделя будет дождливой, как нам обещают. И вы видите, там прошел дождь, там полчаса дождь прошел, 2 дня убирать не можем. Крестьяне это прекрасно понимают, и должностные лица, которые присутствуют, вы же там на месте были. Полчаса прошел дождь, 2 дня убирать не можем, потому что в поле невозможно выйти. И видите ли, стратегия министров. Мы сегодня приступили к уборке озимого ячменя и рапса. Нам надо 3 комбайна, потому что по его расчетам это хватит. А если 10 комбайнов будет работать, это что, плохо? Хотя бы бункер намолотит этого зерна. Проверить технику. Вот ваша стратегия. Значит, Александр Геннадьевич, всех чиновников области, района и правительства, если есть такие, туда, на технику. Не просто ходить и контролировать. Контролеров у нас хватает. На технику. Зачем в райисполкоме 100 там или 80 человек сидят? Зачем они там сидят? У нас было в советские времена достаточно людей в колхозах, совхозах. Но я помню, в райком вызвали так: ты поедешь в колхоз 1 мая. Садись на гусеничный трактор, если на комбайне не можешь работать. Иди работай на гусеничном. Я работал на гусеничном тракторе. Никакой не механизатор. День работал с механизатором, а дальше один. Почему мы этот опыт не используем? Чего там в управлении сельского хозяйства сидеть, когда куча нерешенных вопросов? Пускай идет помощником на комбайн, на зерноток пусть идет помощником, учится гайки крутить. Все должны быть мобилизованы. Вы видите, что творится с продовольствием в мире. Сегодня можно заработать хорошую копейку и не ходить с протянутой рукой, не просить эти запчасти и топливо. Уважаемый Александр Ильич, дожди пришли в Брестскую область, так что, слава Богу, будем со свеклой и с кукурузой. На сегодняшний день завершена уборка озимого ячменя. Намолочено 160 тысяч тонн при урожайности 47,1 центнера с гектара, плюс 1,8 к уровню прошлого года. В целом убрано 22% площадей зерновых. Намолочено 307 тысяч тонн при урожайности 41,1 центнера с гектара. Солома убрана на 57% площадей. Озим и рапс убран 66% площадей. Намолочено 147 тысяч тонн при урожайности 36 центнеров гектара. Выше уровня прошлого года на 4,6 центнера. Теребление льна произведено на 80%. До 1 августа, как положено, завершим данную работу. Приступили к поставке в счет госзаказа пивоваренного ячменя, зерна, рожь, пшеница. Госзаказ будет выполнен в
в полном объеме. То, что касается топлива, задолженность, которую мы должны ликвидировать до 1 августа, составляет 11 миллионов рублей белорусских, погашено 47, никаких проблем поэтому нет, поэтому в установленный срок все будет закрыто. Кадры, уважаемый Александр Григорьевич, дополнительно к аграриям привлекли 412 механизаторов, это 237 комбайнеров. Из них это практиканты и выпускники высших учебных заведений 54, промышленные организации 227, спасибо силовикам МЧС 33 человека, МВД 31. В уборке будет участвовать порядка 106 семейных экипажей. Ну и, конечно же, наша молодежь в пределах 111. Дополнительно для уборки будет задействовано 9 отрядов комбайнов РАИ агросервисов, это 30 единиц. Вообще вот в уборке будет участвовать 1323 зерноуборочных комбайнов, ну и получено буквально вот за 5-6 месяцев дополнительно 98 комбайнов. Нагрузка на один зерновой комбайн минимальная по стране составляет 260 гектар. Уважаемый Александрович, каких-то, скажу, вопросов на вашем уровне нет, поэтому готовы выполнить поставленные задачи, не допустить снижения при уборке зерновых культур к уровню прошлого года. Доклад закончен, готов ответить на вопросы. По кадрам. Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас лучше. Мы ни на кого не нападаем, мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко, комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их, в армию, обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций. Всех туда, кто не выполнит поручение. Это мой приказ. Любой чиновник, любой, в правительстве, в облисполкоме, райисполкоме, в хозяйство, на трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию. Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры. Пускай там служит. Пускай период уборки там послужит. И чиновник, и тот, кто не хочет работать. Присаживайтесь. Гродненская область. Здравия желаю, товарищ президент. Уборка озимого ячменя завершена практически. 36,7 тысяч га, 99,6%. Намолочено 219 тысяч тонн, урожайность почти 60, 59,8%. Приступили к уборке ярового ячменя, зернобобовых, озимой пшеницы и тритикаля. Теребление льна долгунца 3500 гектар или 50% посевных площадей. Оборачивание лент льна проведено на площади 573 гектара. Травяные корма второй укос 75%, это 136 тысяч гектар. На одну условную голову скота заготовлено 10,8 кормовых единиц, плюс 1,2 к прошлому году. Уборка соломы проведена на площади 27,6 тысяч гектар или 60% от убранных. И уже вспахана почвы подсев озимого рапса 3000 гектар. Для оказания помощи сельхозорганизациям в уборке урожая планируется привлечение 193 единицы автотракторной техники и 334 человека, принятые на работу как комбайнеры. Ваши замечания, потому что не все пока еще подошли, так как спланировали по мере вступления, как сказал министр сельского хозяйства. Мы учтем и вызовем их всех, пусть комбайны обкатывают и готовятся к основному. По
тем замечаниям, которые были по комбайнам. Только старые 6 комбайнов, на которых где-то проблематично достать запчасти, там совместной сборки с Россией были такие, значит, их всего 6 штук, но и их быть не должно. И учтем это и к следующему сезону тех, которые числятся в учете, но не работают, их вот как не будет, потому что, ну и 6 это тоже очень много. Юрий Хаджимуратович затронул опять тему по поводу комбайнов. Надо комбайнеров сейчас приглашать, сколько надо и как. Дорогие мои, я в ваши дела не вмешиваюсь. И вас не заставляю гонять комбайны и трактора в поле. Это дело каждого руководителя. Но, по крайней мере, председателя райисполкома. Они там разберутся, сколько надо комбайнов. Это ваше дело. Но если у вас дела будут идти плохо, а в это время комбайны или другая техника не будут задействованы, ну это уже причина с вас спросить. Поэтому вы не думайте, что я вас заставляю, как это в былые времена, стадом туда, гоном гнать на поле, как крестьяне говорят, и комбайнеров, и механизаторов, и доярок. Нет, это ваше дело. Но задачи надо решить в срок. Пожалуйста, Минская область. Уважаемый товарищ президент, уважаемые участники селекторного совещания. В Минской области предстоит убрать 406 тысяч гектар зерновых и зернобобовых культур без учета гречихи, проса и кукурузы на зерно. По состоянию на 21 июля убрано зерновых культур 64 тысячи гектар или 15,8% к плану. Намолочено 343 тысячи тонн при урожайности 53,5 центнера с гектара, что больше уровня прошлого года на 7,2 центнера с гектара. Мы практически убрали озимый ячмень, нам осталось менее 2%. Ведем работы по уборке озимого рапса на плановой площади 102 тысячи гектар. Убрано на сегодняшний день 8,5 тысяч гектар или 8,3% к плану. Намолочено 23 тысячи тонн при средней урожайности 28,2 центнера с гектара, что составляет плюс 8,6 центнера с гектара к уровню прошлого года. По созреванию остальных культур, соответственно, будем производить их уборку. Подготовлено с получением допуска 1484 комбайна или 99,8% к наличию. Будет задействовано на отвозке зерна 1505 единиц транспорта, в том числе привлечено на отвозку зерна 332 единицы техники сторонних организаций. Для доработки и сушки зерна в Минской области имеется 399 зерноочистительных сушильных комплексов, их готовность составляет 99%. Техническая возможность сушки зерна на оборудовании сельскохозяйственных предприятий составляет 136 тысяч тонн в сутки, что позволяет нам перерабатывать весь дневной намолот от зерноуборочных комбайнов. Топливом для проведения уборочных работ это 17 600 тонн, обеспечены все предприятия под полную потребность. Задолженность, которая у нас в сегодняшний день существует, до 1 августа установленный срок будет погашен. На уборке задействовано 3120 механизаторов, в том числе привлеченных 215 человек. В основном люди направлены с промышленных предприятий области, а также на наш призыв откликнулись органы МЧС, МВД. Кроме того, мы взаимодействуем с городом Минском, в общем-то с мэром находимся в постоянном контакте, и по мере необходимости из города Минска тоже привлекаем работников. Они обеспечены всем необходимым, спецодеждой, горячим питанием, питьевой водой. Ежедневно подводятся итоги намолотов, перевезенного и переработанного зерна. Хочу отметить, что никого не надо убеждать. Аграрии Минщины мотивированы, понимают значимость поставленной задачи и делают все необходимое для получения достойного результата. Я просто, уважаемый Александр Ильич, как пример, вот комбайнеры нашего хозяйства Кухчицы Клецкого района, Костюкевич Сергей Антонович и наш лидер прошлого года Шутило Павел Михайлович, сегодня выйдет на намолот 2000 тонн зерна каждый. Мы продолжаем уборку, заготовку кормов.
На сегодня заготовлено 11,84 кормовых единицы на условную голову, что на одну кормовую единицу больше прошлого года. План заготовки кормов выполнен на 33,7%. Товарищ президент, аграриями Минской области приняты все меры для проведения уборочных работ в технологические сроки. Вопросов, требующих решения на вашем уровне, нет. Доклад закончен. Спасибо, Алексей. Значит, он затронул вопрос снова по топливу, которого в достатке и так далее. Ну, всякое может быть. Еще раз хочу повторить. Топлива в стране предостаточно. Предостаточно. Все вопросы по топливу, ну, всякое бывает в жизни. Надо там бензовоз 2-3 или цистерну куда-то перебросить премьер-министру. Он будет решать все вопросы по топливу, в том числе, если нужно будет задействовать что-то из резервов. Ну, в том ключе, как мы договорились. Долг вернул, пожалуйста. Дальше, ну, самая передовая, я надеюсь, потому что министр управляет бывший, бывших не бывает, Гомельская область. Как дела, какие проблемы? Добрый день, уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые участники совещания. В сельскохозяйственных организациях Гомельской области в этом году подлежит уборке 390 тысяч гектаров зерновых, зернобобовых и рапса. Для сушки зерна имеется 193 зерноочистительных сушильных комплекса. Готовность их сегодня 97%. Мощность сушки 60 тысяч тонн в день. Иван Иванович, ну что-то проценты мне про эти... Сколько у тебя зерносушилок на сегодня не готовы? Количество? Не готовы 5 штук. К концу недели большинство из них будет готово. Нет, так как ты сушишь зерно? Ты же Южная область. Как ты сушишь зерно, если в хозяйстве одна зерносушилка и та не готова? Уважаемый Александр Григорьевич, кроме сушилок мы еще в этом году задействуем плющилки. Сплющено 8 тысяч тонн зерна, это в 5 раз больше уровня прошлого года. Действительно, влага, которые начинали уборку, возможность обкатать комбайны, сплющить зерно. В прошлом году мы их купили 60, и в этом году их задействуем в полной мере. Даже вот сейчас идут дождики, возможность на час-два раньше выйти, в которого влажность 20 и более, заплющить и работать дальше, а потом остальное пускать на сушильное хозяйство. 98% готовность – это нормально обеспечивая переработку полуторасуточной уборки зерна. То есть мы убираем 45 тысяч, а сушку можем обеспечить 60 тысяч тонн зерна. Подготовлены сегодня все сушильные склады для семенного зерна 100% и 98% для хранения фуражного зерна. Создано, уважаемый Александр Григорьевич, 186 отрядов по прессованию и свозке соломы. Мы четко определили, что 104 тысячи гектаров пойдет под измельчение. Это 27% для того, чтобы быстрее работать с полями, быстрее их пахать и не оставлять эти волки до глубокой осени. Что касается кадрового вопроса, привлечено на уборке будет задействовано 4516 человек, в том числе 1099 на комбайнах. Решениями райисполкома привлечено 415 человек. Все они работают, в том числе 138 на комбайнах. На сегодняшний день мы уже убрали 114 тысяч гектаров, это почти 30% уборочной площади. Завершили уборку фактически, тут осталось там гектаров 130 озимого ячменя, намолотили 132 тысячи, плюс 28 тысяч тонн к уровню прошлого года с урожайностью 28. Все районы приступили к уборке рапса. Убрано 50 тысяч, это 78%, намолочено 97 тысяч тонн с урожайностью 19 центнеров, больше на 3 центнера уровня прошлого года. Ожидаем, что закончим рапс через 4 дня. Ожидаемый сбор будет 130 тысяч. Это больше порядка прошлого года на 50 тысяч тонн. В целом ожидаем вместе с кукурузой 1 миллион 550 тысяч тонн. Это более уровня прошлого года на 100 тысяч. Проблем по уборке урожая я не вижу. Все нацелены убрать урожай. Сегодня область может убирать 13-15 тысяч гектаров, 4-5% в день, 45 тысяч тонн зерна, перерабатывать около 60 тысяч тонн урожая
то есть сушить. За 22 погожих дня область уберут урожай. Доклад окончен, готов ответить на вопрос. Спасибо, Иван Иванович. Очень пристально наблюдаю за Гомельщиной. Пожалуйста, организуйте все, что нужно. И не забывайте о том, что у нас очень много подсобных работ, особенно на зернотоках и прочее. Ну, когда-то мы использовали, я помню это по своей работе, мы использовали взрослых школьников. А почему не пригласить, не поработать? Потому что деревенские уже сегодня хлопцы и девчонки не те, что были раньше. Они уже ничем не отличаются от городских. Они не могут лопату от вила отличить. Поэтому привлекайте, пусть люди поработают. И не жалейте поддержать материально этих школьников. Поэтому посмотрите, где-то школьники, где-то бастяются, как у народе кажут, там в городах, без дела люди. Всех нужно задействовать. Все хотят кушать, и кушать хорошо. Мы умеем это делать, поэтому надо задействовать всех. Ну вот хотел вам повторить, потом думаю не буду, но тем не менее скажу, лучше работать в поле, чем воевать. Поэтому вот это наша война, мирная война. Очень важна сегодня дисциплина. Дисциплина в основе всего. Об этом говорят все, и технологи, и не технологи, и беглые, и пришлые, и прочее. Нет дисциплины, нет толку. Прежде всего, технологическая дисциплина. Если люди не понимают, что надо соблюдать технологию, ну тогда включается другая дисциплина. Я уже сказал и про армию, про наручники и так далее. И не думайте, что это шутка. Поэтому надо мужикам на местах помочь. Ты знаешь, как это делать. Ты был участковым, знаешь, как это делается на месте. Надо подключиться и помочь ребятам на местах, председателям райисполкому, руководителям хозяйств, все расставить на свои места. Очень большая к вам просьба и требование. Помогите там отстроить им дисциплину, чтобы люди понимали, ты пришел на работу, отработай как положено и выдай результат. Мужики, меньше 6% в день со следующей недели убирать нельзя. 6% это самый минимум, но лучше 7-8. Эта неделя еще, возможно, как тут синоптики нам обещают, будет дождь туда-сюда, но со следующей недели, чего бы нам ни стоило, надо убирать. И без потерь. Не меньше 6%. Пожалуйста, Могилевская область. Добрый день, уважаемый Александр Григорьевич, присутствующие. Могилевской области подлежит уборке 342 тысячи гектар зерновых и зернобобовых культур. Это без учета кукурузы на зерно, гречки и проса. В текущий момент хозяйство Могилевской области завершает уборку озимого ячменя. Приступили к уборке колосовых, уже у зерновых убрано 11%, теребление льна ведется. Также убираем озимый рапс. Лен вытереблен 30%, 35%, рапс 30%. Техническая оснащенность позволяет нам произвести уборку качественно в оптимальные сроки. Что для этого сделано? С целью технического переоснащения закупили 47 зерноуборочных комбайнов, сформировали 10 механизированных отрядов, укомплектованных 42 зерноуборочными комбайнами и транспортом на отвозку зерна, что позволяет оперативно оказывать помощь в уборке зерновых и зернобобовых культур организациям, имеющих высокую нагрузку. Привлекли 189 механизаторов, 307 машин для отвозки. Ну, традиционно хочу сказать спасибо министру МВД, МЧС. Их люди у нас работают в этих отрядах. И уже работают, и неплохо. Для проведения технического обслуживания комбайнов и устранения технической неисправности создано 14 ремонтных звеньев на базе организации холдинга «Агромаш» сервис. Запланировано перемещение комбайнов между регионами, что мы, в принципе, делаем каждый год и в этом году уже начали. Определены направления для уборки соломы для животноводства, прессование и измельчение закладкой бурты. Остальное будем измельчать и запахивать. Для участников уборочной кампании созданы все необходимые условия. Горячее питание, спецодежда, выработана, доведена система оплаты труда и соревнования, обеспечены противопожарные мероприятия на всех этапах проведения уборочных работ.
По критическим замечаниям, которые были высказаны в адрес области, мы ведем работу по их устранению. Кроме того, уже приняты кадровые решения по отдельным руководителям. Для проведения уборочной кампании область обеспечена всем необходимым. Вопросов на уровне президента нет. Спасибо, доклад закончен. Ну что, если Могилевская область хорошо работает, ну что тут, значит в стране будет хлеб, все будет нормально. Ну а сейчас самое главное, наша область, которая вроде бы на контроле, ну и губернатор просил не мешать ему работать, не мешаю. Пожалуйста, губернатор Витебской области. Добрый день, уважаемый Александр Григорьевич. На сегодняшний момент у нас убрано 84% озимого ячменя. Урожайность ожидаем на уровне прошлого года. С учетом рапса и кукурузы мы планируем выйти на 1,2 миллиона тонн вала. По прошлому году мы были на уровне чуть больше миллиона тонн. На сегодняшний момент готовность комбайнов составляет 99%, 97% прошло технический осмотр. По комбайнерам мы укомплектованы полностью, привлечено 927 человек для этих целей. По льну мы вышли на 27% уборки, по рапсу на уровне 16%. Надо отметить, что мы в этом году сделали акцент на кукурузе, посеяли фактически в 3 раза больше, чем в прошлые периоды. И ожидаем, что где-то ровно в 2 раза мы превысим сбор по зерну. Ожидаем, у нас посажено порядка 30 тысяч гектаров. В следующий год мы сделаем акцент на 50 тысяч выйти, таким образом, чтобы обеспечены более полностью кормами. Проблемных вопросов в области нету. По подготовке зерносушильных комплексов у нас сегодня мы вышли на 98%. Сегодня 4 только комплекса. Нам требуется еще буквально пару дней для того, чтобы привести их в нормальное состояние. Значит, есть проблема по 2 комбайнам. По одному из них мы где-то до конца недели устраним замечания. И по одному импортному комбайну есть вопросы по поставке запчастей, поэтому потребуется немного больше времени. К ремонту техники привлечены были все службы, включая промышленные предприятия и другие организации. Отремонтировано более 300 единиц этой техники. Нам очень сильно помогли специалистами Министерства обороны, силовой блок. Поэтому большая благодарность им за эту помощь. Уже на сегодняшний момент мы подготовили почвы более 9 тысяч гектаров под посев озимого рапса. Проблемы по топливу и по удобрениям под озимый сев будем решать на уровне премьер-министра. Доклад закончен. Готов ответить на вопросы. Мы смотрим внимательно, помогая Витебской области, смотрим на нее. Кадрами вы укомплектованы полностью. Люди грамотные, толковые. Действуйте. Будем всячески помогать. Многие из губернаторов отмечали роль наших силовых ведомств в оказании помощи. Если витебчанам или каким-то другим областям нужно подключить дополнительно наших силовиков, вы, пожалуйста, говорите или госсекретарю, или мне напрямую, главе администрации, скажите, мы подключим по тем или иным вопросам. И не только для того, чтобы ходить там и вас пугать, не в этом дело, а чтобы оказали вам помощь. Я знаю, что особенно МЧС, которые из села немало толковых людей забрали к себе на службу. Ну, ради бога, это их дело, помогают, спасибо им. Милиция также оказывает помощь, и люди и на комбайнах работают, и на отвозке зерна. Тоже молодцы. Министерство обороны, и Бог велел, оказывают эту помощь и поддержку. Я не только это в Витебской области говорю, я говорю это для всех. Поэтому и в Витебске в ближайшее время я постараюсь быть там, где дольше всего идет уборка. Посмотрим и поговорим. Но свои резервы используйте на всю катушку. Вот Славянский базар вы организовали, город гудел, гремел. Сейчас самая большая проблема перевести на нормальные рельсы
трудовые рельсы, всю эту нашу братью, которая веселилась, пела и плясала. Это вы научились делать, поэтому надо научиться работать. Еще раз хочу обратить ваше внимание и других на узбекский вариант. Еще раз подчеркиваю, президент Узбекистана меня просил не только о трудоустройстве людей, а просил о поставках мяса и молока. У них не хватает земли, у них нет воды. У нас достаточно и земель, и воды. Мы можем произвести мясо-молоко. Я ему сказал, по дружбе, мы давние друзья с ним. Хочешь, мы тебе будем поставлять с других рынков, снимем мясо-молоко, тебе поставим. Премьер-министр установил добрые отношения с премьер-министром Узбекистана. Такой был разговор. Но для того, я ему сказал, для того, чтобы это было быстро, эффективно, ну, допустим, в Витебской области, как пример, это не только в Витебской области, у нас не хватает людей. Если можешь, порядок должен быть, система, у нас она есть. Если ваши люди пройдут по этой нашей системе, это все под контролем, мы их возьмем на работу в Беларусь как своих людей. Для того, чтобы не столько заработать деньги, как тут некоторые переводят, $500. Не только чтобы заработать деньги и зарплату получить хорошую, а произвести мясо-молоко. Будете производить сами. Узбеки вместе с нашими произвели мясо-молоко, мы им продадим на их рынке. Вот отсюда и заработная плата. И если кто-то сюда готов приехать для того, чтобы получить большущие деньги, $5000 или еще что-то, тогда лучше в Россию. Там зарплата значительно выше. И они там могут устроиться и на нефтепромыслы, еще на какие-то направлениях где-то работать и получить большущую зарплату. К нам они приедут для того, чтобы, еще раз повторяю, произвести мясо, молоко, другую сельхозпродукцию и поставить на родину. Зарплата, естественно, чем выше продуктивность, чем выше товаров произведут, тем больше зарплата. И они могут распоряжаться так, как они хотят. Что касается здравоохранения, образования, они будут иметь такие же права, как белорусы. А это тоже затраты и немалые деньги. Вот и весь ответ. Если вам не надо, Витебская, Могилевская, Гомельская или Гродненская область, если вам люди со стороны не надо, не берите. Я вас не заставляю их брать. Вы должны выполнить ту задачу, которая перед вами стоит. А как вы будете выполнять? Ну, мы умеем это делать. Главное – организация и дисциплина. Спасибо за этот разговор. Предупреждаю всех уполномоченных, пока не пересмотрен этот состав, выехать в области и там помогать работать. Не надо ходить за губернатором, не надо никого пугать, бряцать наручниками и прочее. У нас есть кому этим заниматься. Надо помочь. Все должны быть мобилизованы. Но это не значит, что мы завтра бросимся на село и будем там от мэра Минска до министра промышленности сидеть в колхозах, совхозах. Нет. У нас много других проблем. И дай Бог, чтобы у нас в промышленности или в строительстве дела шли так, как в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство у нас еще дышит нормально. Но вы видите, что мы очень серьезно зависим от погоды. И Господь Бог нас не балует. Где-то поможет, где нужно, но где мы не дорабатываем, Он нам помогать не будет. Для того, чтобы вовремя убрать, хорошо убрать и обеспечить Беларусь и на экспорт поставить продукцию сельского хозяйства, у нас есть все. Все есть, от техники до переработки. Надо всем шевелиться, надо работать. Как делать, мы с вами определились. Я попрошу быть ответственными и примером для вертикали власти, чтобы о вас, как о силовиках, сегодня говорили только положительное. МЧС, МВД, прокуроры помогают, спасибо Минобороны. Вот так должны о нас говорить люди с мест.
Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 июля заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина. Главе государства доложено о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, складывающейся обстановке вокруг страны, помощи аграриям со стороны военнослужащих в период уборочной кампании. Что касается подготовки личного состава, она проводится на плановой основе с учетом анализа и выводов, сделанных по результатам комплексной проверки в начале года. Виктор Хренин доложил, что военно-политическая обстановка складывается спокойная, а напряжение в большей степени присутствует в информационном поле. Большой активности вооруженных сил стран НАТО в настоящее время не фиксируется. Аналогично и на южных рубежах. С сопредельной стороны нет признаков подготовки к каким-либо агрессивным действиям. В приграничной зоне на территории Беларуси находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые обеспечивают безопасность во взаимодействии с пограничниками. Еще одна тема доклада касалась уборочной кампании. Военные в этом вопросе традиционно оказывают поддержку аграриям. Президенту детально доложено, в каких регионах военнослужащие выполняют соответствующие задачи, сколько выделено техники и механизаторов. Речь также шла о реализации данного на селекторном совещании поручения Александра Лукашенко о направлении в армию недисциплинированных и недобросовестных работников уборочной кампании. Министр обороны доложил президенту предложение о подключении к выполнению поставленной задачи военных комиссаров в регионах. Виктор Геннадьевич, сегодня состоялся доклад главнокомандующему. Можно ли его основные темы озвучить? Да, сегодня главнокомандующий заслушал меня о всех основных мероприятиях, чем занимаются вооруженные силы. Конечно же, очень такой значимую часть доклада занял доклад о складывающейся военно-политической обстановке вокруг нашей страны и на южной границе. Ну вот в целом разговор был построен вот вокруг основных этих двух тем. Ну вот к вопросу военно-политической обстановки, может быть, тогда озвучите именно то, что сейчас, как проходит боевая подготовка в армии, на чем акцент, на чем сконцентрировано внимание? Ну, если коснуться военно-политической обстановки, складывающейся вокруг нашей страны, можно так коротко ответить, она стабильная. Сегодня напряжение, которое существует, оно больше находится в информационном поле. И те вбросы и те вопросы, которые обсуждаются представителями стран Евросоюза и НАТО, больше носят, мы так видим, информационные вопросы. Отслеживая деятельность вооруженных сил стран НАТО, мы сегодня не видим большой активности. Минимальное количество учений, всего одно, с сопредельными странами проходит, минимальное количество полетов. Поэтому мы считаем, что она стабильна, и какой-то угрозы, напряжения мы подготовки вот к внезапному какому-то нападению мы не видим. Да, мы видим комплекс заблаговременных мероприятий подготовки, в том числе и так называемая коалиция желающих, которая на прошлой неделе собиралась, их заявления. Нет у них, конечно, желания и стремления путем нахождения точек соприкосновения, где-то договориться и решить мирным путем, все путем давления, какого-то напряжения. Ну, это, конечно же, нас заставляет и унуждает дальше сплоченно и напряженно заниматься боевой подготовкой. Вот чем сейчас занимаются вооруженные силы. Вооруженные силы после первого периода боевой подготовки мы активно вошли в мероприятия второго периода боевой подготовки. С учетом тех анализа и выводов, которые были сделаны по результатам и комплексной проверки, занимаются плановой боевой подготовкой. Люди в полях выполняют мероприятия программы боевой подготовки, занимаются слаживанием подразделений, то есть повышают свои навыки к ведению боевых действий, опять-таки исходя из современных реалий. Занимаемся несением боевого дежурства по противовоздушной обороне, занимаемся подготовкой военнообязанных по военно-учетным специальностям в различных подразделениях. Также сегодня проходит сбор с подразделениями территориальной обороны Малорицкого и Драгичинских районов, которые на следующей неделе закончатся проведением командно-штабного учения под руководством заместителя председателя областного
исполнительного комитета. Ну, вот таким, в общем-то, комплексом мероприятий сегодня занимаются вооруженные силы. Если одним словом, то есть вооруженные силы занимаются плановой боевой подготовкой. Не каких-то экстренных или внезапных мероприятий сегодня не проводится. Если можно вернуться к вопросу о южной границе. Помню, что было напряжение определенное со стороны Зеленского, некоторые высказывания. И, конечно, хотелось бы немножко развеять или сказать то, чем сейчас занимаются войска на южной границе, какая там обстановка сейчас. Да, это также один из вопросов доклада моего главе государства, как обстановка на южной границе и что там происходит. На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Ну, это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно. Поэтому мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим. Тем не менее, есть какие-то вбросы о том, что фортификационные сооружения мы там возводим какие-то. Как это можно прокомментировать? Ну, это опять-таки та борьба, и иногда называют журналисты война в информационном поле, которая ведется против нас. Да, мы это слышали, конечно, мы на это смотрим с улыбкой. Те заявления, что мы готовим какие-то там оборонительные районы, еще к чему-то готовимся. Мы прекрасно понимаем, что это делается лишь с одной целью — создать напряжение и в нашем обществе, да и в украинском тоже, вбивая клин и делая из нас уже лютых врагов. Это не соответствует никакой действительности. Если вернуться немножко дальше по времени, мы все с вами помним, было поручение главы государства оборудовать укрепрайоны вдоль наших границ. Это поручение выполнено. 5 укрепрайонов вдоль западной и северной границ оборудованы. Идет активное их совершенствование в рамках занятий уже боеподготовки нашими подразделениями. На южной границе мы и в планах даже нету создания каких-то укрепрайонов, каких-то оборонительных рубежей. А вот все, что преподносится, это у нас в стране есть государственная программа Полесье по благоустройству этого прекрасного района, где сейчас активно идет реконструкция и ремонт мостов, благоустройство дорог, оборудуются новые районы отдыха для наших граждан. Вот это вот все цепляется и воспринимается, как будто это идет какая-то подготовка. Это не соответствует действительности, на это просто мы не обращаем внимания, да, и людям надо это пропускать мимо ушей. Виктор Геннадьевич, вчера на селекторном совещании у президента прозвучало резонансное предложение нерадивых работников с уборочной направлять в армию. На перевоспитание, есть ли у вас уже понимание, как это может быть? Ну, вопрос вы так поставили, конечно, категорично, но на перевоспитание мы никого не будем брать. Мы будем брать для того, чтобы совершенствовать боевую выучку наших людей, особенно военнообязанных. А вообще сказать про вчерашнее совещание, да, оно действительно носило резонансный характер, очень важно. Ведь сегодня и для нас, людей в погонах, битва за урожай, как и битва за нашу безопасность, мы ни в коем случае не находимся в стороне. Во-первых, я и детально доложил главе государства, где, в каких районах, областях наши люди в погонах, военнослужащие, выполняют задачи. Сколько какой техники мы выделили, где сколько каких механизаторов и в каких объемах мы достигли каких показателей. Поэтому для нас это тоже важно. Мы это понимаем. Что касается вопроса людей, которые не хотят где-то добросовестно работать, тоже на таких людей есть рычаги, они довольно-таки простые. Я, выполняя поручение главы государства, сегодня доложил, как оно будет выполняться. То есть здесь все просто. К этой работе сейчас будут подключены военкомы,
которые буквально вот сегодня-завтра проведут совместные совещания с руководителями местных органов власти на местах, определятся в последовательности. Дальше, как и сказал президент, не из кабинетов, а в поля выйдут сельскохозяйственные предприятия, организуют с ними взаимодействие и будут работать, оказывая помощь и поддержку. Ну, а кто уж совсем не захочет работать, мы, естественно, призовем на военные сборы, где повысим их боевую выучку, как это потребовал президент. Уважаемый товарищ президент, на ваше рассмотрение вносятся следующие кандидаты для занятия должностей руководителей республиканских органов государственного управления и дипломатических представительств Республики Беларусь за рубежом. Альшевский Вадим Иванович представляется на должность министра архитектуры и строительства. Ульденович Сергей Станиславович представляется на должность министра лесного хозяйства. И Худалиев Александр Федорович представляется на вакантную должность чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Республике Таджикистан. Спасибо. Вы же сознательно переходите на должность дипломатическую? Так точно, точно. Давления не было? Нет, товарищ президент. Очень давно согласован этот вариант. Ну, я помню Да. все эти согласования и так далее. Таджикистан очень дружественная нам страна. У меня очень добрые отношения с Эмомали Шариповичем. Так что отдыхать вам там не придется, хотя, должен откровенно сказать, не проблемная страна. И основа там уже заложена, надо потихоньку добавлять, хотя бы по одному небольшому проекту ежегодно. Страна небольшая, есть определенные проблемы там, но власть там крепкая, я попрошу из этого исходить. Стратегия там выработана, ну, очень бы хотелось, чтобы это так по-мужски было, по-военному, как у вас часто бывало в министерстве. Что касается строительства, присаживайтесь. Такое у меня неоднозначное впечатление. Положительно то, что мы умеем строить все. Особенно брестчане. С советских времен, помню, дорога номер 1, сельхозпредприятия во времена Петра Петровича Прокоповича. Многое было сделано и делалось, вы знаете этого человека. Наверное, для каждого из вас он каким-то учителем, ориентиром является. Многое сделал для Беларуси. Можем делать все, но где-то что-то не доделываем, не дотягиваем. Я хотел бы, чтобы министерство основательно работало и заняло свое достойное место в системе органов власти в Беларуси. Вы должны видеть и контролировать все, что происходит в области строительства. Тем более вы идете с области, в основном, там все эти стройки проходили, знаете систему. Я на вас очень рассчитываю, потому что есть стройка, есть строительство, развивается страна. Если ни черта не строим, ну какое развитие? Можем сколько угодно говорить, но развития этого не будет. Добавлять в основном мы можем в стране только за счет строительства. Если это есть, значит страна живет. Очень важен строительные материалы мы производим, вы это знаете. Строить, как я сказал, умеем, поэтому, насколько это возможно, экспорт строительных услуг надо осуществлять, но не в ущерб Беларуси. Потому что мы раньше радовались тому, что можем поехать куда-то и что-то там построить. Сегодня у нас заняты на стройке практически все люди, и не всегда хватает людей, чтобы их вывести и где-то строить. Но надо стараться.
Надо оказывать инженерные какие-то услуги, надо специалистов направлять. Но это вы смотрите сами, как там лучше действовать. Или ехать туда в школу, как в Воронеже, или где-то мы построили. Калуга. Ну вот будет калужский губернатор. 10 школ построил. В Калуге, да? Ну, построили и построили. И в Воронеже большую молодцы. школу Сами построили или вместе с местными строителями, или они построили, но под нашим руководством. Смотрите сами, как здесь лучше, исходя из наличия трудовых ресурсов у нас в Беларуси. Что касается леса, вы знаете мое отношение к лесу и к лесникам, естественно. Мы с ними практически каждый день в взаимодействии, и лично я, поскольку они мне привозят разного рода там колодки, распиленные для того, чтобы можно было рубить и дрова, готовить крестьянам и прочим. Ну, кто хочет эти дрова получить. Поэтому от личного до моего отношения к природе, оно тоже известно. Животное и природа. Я вырос фактически в лесу и на природе. Поэтому спокойной жизни вам не будет. Я очень долго интересовался вашей кандидатурой и, скажу откровенно, несколько раз приостанавливал назначение. И Кулик, нынешний министр, вроде бы неплохо себя зарекомендовал. Но вы знаете, некоторые вещи есть, которые непозволительны такого уровня чиновнику. Поэтому, учитывая вашу работу в лесхозе, да, я очень надеюсь, что, зная полностью эту систему и участвуя в ее формировании, вы ее закрутите так следует. Я знаю, что у вас тоже порой где-то что-то не хватает кого-то. Знаете, я в это плохо верю, и когда мне говорят, что кого-то не хватает, я говорю, радуйтесь, потому что мой период работы в хозяйстве пришлось на тот, когда я не знал, что делать с отдельными людьми. Их было много, хороших людей, но работы я не мог их обеспечить, поэтому пришлось создавать дополнительные какие-то предприятия там, для женщин, особенно швейные и прочее. Я тогда понял, что самое страшное – это когда безработица, когда людей много. Поэтому исходите из того, что у вас есть. Перестраивайте систему, но в лесу должен быть порядок. Лес и сельское хозяйство, это все, что мы сегодня имеем. Я о промышленности почему так говорю? Потому что они все под крышей. Они все под крышей, приходи, работай, как положено, технологии совершенствуй. А лес и вот поля, они все под открытым небом. Где-то вас засушило, мало влаги, короед там пополз по деревьям, где-то не засушило, залило, крестьянам тяжело. Поэтому нам на это надо обращать внимание больше, чем на другие направления. Хотя от промышленности мы получаем очень много, очень-очень много наша страна получает. Но половина леса в стране, и, как мне кажется, то, что я наблюдаю, сверху пролетая над Белоруссией, мы не всегда вовремя убираем этот лес. Лес же для того и растят, чтобы через 80, 90 или 60 лет его вырубить и пустить в дело для строительства жилья или мебели, допустим. Это очень важно. Я много раз делал замечания по поводу ветровально-буреломных проблем. Помните, и знаете, и вы это ощутили, когда климат такой, где-то замочило, а потом еще и бешеные ветра и повалили эти деревья. Так надо убирать вовремя. Надо мобилизовываться. Я знаю, что для этого у вас своих людей не хватает, так вы вносите предложение. И у вас план должен быть, куда, сколько, каких людей направить, чтобы вовремя убрать, и этот лес не испортился. Надо все это перерабатывать. И у вас же приличная своя переработка. Абсолютно верно. В свое время я очень настороженно относился к предложениям забрать у вас переработку, оставить только лесовосстановление, контроль за лесом, а там где-то Беллесбумпром будет этим заниматься. Но я тогда подумал, вы, наверное, лучше других знаете, что такое лес, где там надо что-то убрать, подобрать и что-то сделать. И не жалею сегодня. Вы сегодня делаете все. И дома строите,
и для строительства производите разного рода материалы. Люди заняты. Поэтому нет необходимости что-то отбирать и забирать. Нужно просто донастроить систему. Вы ее хорошо знаете, еще раз подчеркиваю, вы участвовали в ее формировании. И действовать, по-хозяйски действовать. Ну, а то, что не годится для мебели или для жилья, ну, так будем производить пелеты. Будем производить товары для того, чтобы отапливать дома и производственные помещения. Вот Назаров, бывший ваш лесник, как я его называю, в Шклове райагросервис построил. Я у него спрашиваю, ну а эту махину как будем отапливать? Газ подвел? Нет, говорит, пелеты. Чего мы кланяемся там перед иностранцами, которые ввели санкции и не хотят у нас покупать с дуру эти пелеты? Они 5-10 раз в Польше подорожали на границе с нами. Могли бы купить и спокойно решить проблему отопления своих помещений в Польше. Ну не хотят, не надо. Ну так мы должны это развивать. Чем мы отличаемся от Польши? Практически ничем. Тот же климат, та же обстановка, ситуация, та же климатические условия, те же. Надо больше сжигать пелет, дров и прочее для того, чтобы отапливать помещения. Тем более созданы в Гомеле, по-моему, или где там уникальные же источники тепла, котлы эти. Там не надо там сидеть и подбрасывать в печку эти пелеты. Все делается автоматически. В Лясковичах Назаров показал. На месяц засыпал в бункер эти пелеты. И автоматика подбрасывает столько, сколько надо, отапливают весь поселок и производственное помещение. Поэтому все надо переработать, что есть в лесу. Ну и лесовосстановление. Мы очень часто опаздываем. В последнее время надо должное Кулику отдать, он немало в этом плане делал. Через средства массовой информации мы все-таки народ повернули к тому, что природа – это ресурс возобновляемый, но ее надо возобновлять. Если ты выпилил лес, лесосеку произвел какую-то там, даже санитарные рубки, а не только гектарами вырубил, надо подсаживать лес. Все, что я сказал, вы это знаете, я говорю для людей, и чтобы они понимали, что эти задачи и работа с вас никуда не уйдет, вам придется этим заниматься. Ну и дисциплина. Все умеем делать. Технологически развитая Беларусь. Все умеем делать. Но иногда из-за расхлябанности мы не дорабатываем. Очень вас прошу обратить на это внимание. Мы все прекрасно знаем требования и отношения президента к лесу и то, как он бережно, трепетно относится к этому вопросу. Также отношение наших сегодня граждан, оно очень повышенный интерес ко всему, что происходит в лесу. Поэтому сегодня четко поставлены, определены президентом задачи. Это вопросы лесовосстановления, это вопросы порядка в лесу, это своевременные уборки буреломных насаждений после сильных ураганных ветров. Ну и, конечно же, это работа по дисциплине, по наведению порядка на иных производственных объектах. Это выпуск продукции, товаров народного потребления, то, что наши люди максимально могут получить из той древесины, которая растет в нашей стране. Поэтому во всех этих направлениях, понятно, есть видение, понимание. И я думаю, что с этой задачей мы будем справляться с учетом того, что в отрасли работает достаточное количество профессионалов и небезразличных людей. Ситуация в строительном комплексе довольно стабильна. Сегодня строителями решаются задачи по возведению жилья. Вот те первые цифры, которые итоги полугодия, значит, 1 663 000 квадратов по стране введено. Это неплохая цифра. Значит, годовая задача 4 200 000 квадратов жилья. Сегодня строительный комплекс обеспечил стабильную работу, и мы вышли более 100% на, значит, уровень загруженности и уровень строительно-монтажных работ. Особое внимание, я считаю, будем уделять и промышленности строительных материалов. Это выход на внешние рынки, расширение внешних рынков торговли. Это та же керамическая плитка, это те же мелкоштучные материалы. Здесь надо поработать и надо особое внимание уделить нашим рынкам сбыта. После общения с главой государства я еще более уверен в том, что должен послужить Родине, принести пользу, добиться результатов.
показать свою работу, в том числе в другой сфере. Я думаю, что работа любого руководителя где-то основывается на том, что плоды труда должны принести свои результаты. Поэтому президент поставил задачу, я обеспечу ее выполнение. Вы знаете, я недавно был в Таджикистане, общался с руководством страны, вице-премьером, безусловно, со своими коллегами, поэтому у меня установились дружеские взаимоотношения. Я думаю, что это послужит поводом для того, чтобы где-то продвигать интересы Республики Беларусь, соответственно, в Таджикистане. После общения с главой государства президентом было отмечено, что у нас установились теплые дружеские взаимоотношения, и что отрадно отметить, что существует крепкая мужская дружба между нашими лидерами. Это будет фундаментом для того, чтобы мы усугубили взаимовыгодное сотрудничество. Кроме этого, президентом поставлены конкретные задачи по увеличению товарооборота и непосредственно росту экспорта, наращиванию услуг. Ну, и я думаю, что есть хороший потенциал для того, чтобы это все осуществить. Уважаемый товарищ президент, на ваше рассмотрение вносятся следующие кандидаты для занятия должностей руководителей местных исполнительных и распорядительных органов власти. Медведкас Сергей Тадеушевич представляется на вакантную должность первого заместителя председателя Гродненского облисполкома. Максимчук Александр Александрович представляется на должность заместителя председателя Брестского облисполкома, будет курировать вопросы строительства, транспорта и ЖКХ. Жуковский Руслан Михайлович представляется на должность председателя Островецкого райисполкома Гродненской области. Шулейко Виталий Тадеушевич представляется на должность председателя Слонимского райисполкома Гродненской области. Аверка Игорь Владимирович представляется на должность председателя Щучинского райисполкома Гродненской области. И Гержгорин Владислав Владимирович представляется на должность главы администрации Ленинского района города Гродно, недавно занимал должность председателя Ашмянского райисполкома. Спасибо, товарищ президент. Еще раз хочу обратить ваше внимание на специфическую ситуацию погодных условий. Я все-таки надеюсь, что с завтрашнего дня потихоньку просветлеет, суше станет, но надеяться на то, что нас перестанет заливать, не стоит. Где-то мы накуролесили, Господь Бог нас так-то немножко наказал, но все равно согласитесь, что это лучше, чем 45 или 43 градуса вот, изнывает от жары вся Европа. Это все-таки для нас лучше, поэтому нужна соответствующая тактика. Надо, чтобы крестьянам помогли и горожане, и все, кто только может, но, знаете, как назло, урожай стоит в полях прекрасно, его надо выхватить. Не просто убрать, его надо выхватить, где-то подсушить. Вот вчера министр вечером мне звонил с Барановичского района, убирали. Около 20% влажность. Ну, нормальная влажность для уборки, потерь в основном нет. Надо подсушивать это зерно. Ну, я надеюсь, вы меня услышали. Сушилки должны быть в нормальном состоянии. Это и сортировка зерна, и сушка зерна. И готовить почву для сева озимых культур, озимого рапса. Это вопрос номер один. Ну, естественно, и поля убирать надо. Не буду повторяться, вы это лучше меня сейчас знаете, но работы очень много. Вот для аграриев. Что касается вопроса строительства и ЖКХ, это самые тяжелые у нас вопросы, и жалоб людей здесь очень много. Я рассчитываю на то, что у вас будет там все в порядке. Брест есть Брест, он всегда отличался порядком, дисциплиной, и как раз со строительством у нас в Брестской области, я вот Альшевскому говорил, у нас никогда не было. Ну, вы это тоже хорошо знаете и понимаете. Гродно – это город-красавец, это витрина нашей страны. Запад, приезжая в Гродно, ну, видит ту красоту и тот порядок, который там существует. Очень вас попросил бы, чтобы вы и подсказывали, не боялись генералу. Он у нас генерал, военный человек. Поэтому ему пришлось осваивать и сельское хозяйство, и ЖКХ, и строительство. Не должно быть «я начальник, ты дурак». Этого быть не должно. Поэтому надо открыто высказывать свою позицию, свою точку зрения. И где можете помочь, помогите. Подставились,
помогли. Умный человек поймет, что это ему замечание. Я своих непосредственных подчиненных, вот как Дмитрий Николаевич, понимаю, что он же не придет к президенту, не скажет, что там неправильно делай то. Ты сам сделай. Вот вчера он поехал в Осиповичи и доброе мероприятие провел. Когда доложил мне, я подумал, молодец. Собрал там этот куст руководителей райисполкому, поговорил, довел, разъяснил им все. Идите, ребята, работайте. Если работы нет, в армию отправим на перевоспитание. Хоть Хренин там вчера и говорил, что там не перевоспитание. Перевоспитание. Не в тюрьму же их отправлять. Пускай повоюют, познакомятся с комарами, мошками, мошкарой разные в лесу, тогда поймут, что в поле не совсем плохо работать. Иногда и такие методы приходится применять, и вы не забывайте, что вам же придется реализовывать это на местах. Все говорят, президенту легко ставить, вот он задачу поставил, а нам же реализовывать. Отчасти это так, хотя и эти задачи ставить непросто, потому что за это же отвечать надо. И ты как на стекле, все смотрят, критикуют там, начиная от наших беглых и заканчивая. Внутри умных же много. Работать-то не все хотят, а умничать умеют. Это нас хлебом не корми, но поумничать да. Поэтому я вас очень прошу, посмотрите, с кем вы будете работать, не спешите, не надо через колено ничего ломать. Власть должна быть умной прежде всего. Но если вы видите, что с людьми не можете работать, потому что они не хотят работать, все методы определены. Если сами не справитесь, говорите, что с ними делать, будем делать. Я только что говорил министрам назначенным, тут целая поднялась буря, вот узбеков берут. И не надо, мы никого брать не будем, тогда нам надо упираться и работать. Но я же вижу, если на Витебщине, да и в каждой области ж проблемы есть. Если там не хватает людей, вы выберете того, кого надо. Это и Гродненской области касается, особенно северных этих регионов, Островец там и так далее. И там нужны люди. Там, где не надо, не берите. Никто никого не заставляет. Руководитель и председатель райисполкома, то есть вы должны решить, столько человек на такие должности. Не надо ждать, что там приедут великие специалисты. Они и там где-то трудоустроены. Некоторых надо просто доучить, обучить. Но главное, чтобы у него было желание работать. Вы это должны четко понимать. Речь шла о том, что они приедут, мясо, молоко здесь выработают. Президент, он молодец, давно мы с ним дружны, он дает деньги на инвестиции на строительство комплексов животноводческих, там, сенажных траншей или еще чего-то. То, что им нужно на переработку, инвестирует нам, дает людей, которые будут здесь работать, зарабатывать. Приезжайте, устраивайтесь, вот вам образование детишкам, если хотите, вот вам здравоохранение, жилье, это тоже деньги. А если вы приехали только заработать и даже по-хорошему домой отослать, это другая ситуация. И еще раз, дисциплина и дисциплина, но не палочная. Это неправильно. Дисциплина, прежде всего, технологическая. Положено в эти сроки посеять, надо посеять. Положено убрать, надо убрать. Хоть умри, но убери. Потому что это не мы диктуем от себя, это технологии такие сегодня. И я часто требую, а плюс еще, знаете, я весной говорил, я остановил продажу удобрений за пределы, пока не обеспечим себя. И когда мы приезжаем в Могилевскую область или в Витебскую, или в Гродненскую, а там под открытым небом, да еще азотное удобрение, вы знаете, что из них получится. Ничего не получится. Они растают в течение суток под дождем. Погода такая. Вы чувствуете мое отношение. Я могу заработать сегодня на минеральных удобрениях, даже на калий цены повысились значительно. Я направляю это в сельское хозяйство. А вы там гноите их под открытым небом. Или ненормальное отношение к технике. Требую, чтобы на дорогостоящую технику были люди. Тогда надо их покупать, эти тракторы или комбайны.
Сейчас это не та техника, которая была раньше, стоила копейки, и еще надо было найти. Денег было много, а техники не было. Сейчас наоборот, все это прилично стоит. Или топливо. Ну как так, пообещали вернуть до 1 августа, я же за язык не тянул. Хотя это неправильно, мы вчера обсудили этот вопрос. До 1 сентября, потому что основные денежные потоки август месяц. Когда крестьяне там убирают, продают, поставляют, у них деньги. Они могут заплатить за это топливо. Ну, сдвинули постоянно на 1 сентября, на месяц сдвинули, чтобы вы не ходили и не просили, вот давайте до 1 сентября. Это будет навсегда. Но договорились, надо деньги вернуть. Потому что на эти же деньги мы тут планируем какой-то комбинат построить или модернизацию провести и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Вон на Волковыск надо там 350 или сколько миллионов 85. рублей. 385. Огромные деньги. Без. Но это пойдет на переработку, на то, чтобы вы молоко просушили в сухое молоко, спрос большой, особенно детское питание, и продали куда-то. Поэтому надо, чтобы была дисциплина и в финансах, и в поле. Технологическая дисциплина. Но я клоню к тому, чтобы потребовать дисциплины, надо создать систему. У вас должна быть четкая система. Вот я сейчас больше занимаюсь у него Шкловским районом, потому что знаю там все. Ну, чтобы показать, как дальше я вижу развитие района в целом. Занимаясь 6-7 руководителей там осталось и 2 фермера. Ну, собери председателя райисполкома у себя в кабинете, эти 7 человек, 2 фермеров, договоритесь и действуйте. Ну, в основном у нас во всех районах так, в основном. Они так работают. Где-то больше, где-то меньше. Но не 35, как у нас когда-то было, руководителей. Маленькие эти хозяйства раздробленные, страшные, это техника, малоэффективная, ну, ужасно. Сейчас все есть, только должна быть ответственность. Поэтому я вас прошу, аккуратно, не спеша, пришли, начали работать, ломать через колено не надо, но определитесь до конца года, по крайней мере, с кем вы будете работать. Сейчас вы в бою вместе с ними. Как раз уборка началась, это для аграриев, для строителей, у них штурм сейчас основной, чтобы завершить строительные плановые объекты. У каждого из вас работы будет достаточно. Северный регион наш Гродненской области, это Островецкий район. Поскольку работаю в Сморгонском районе и граничим с Островецким районом, давно знаю про этот район. Это молодой, скажем так, довольно-таки город и район, который динамично развивается в данный момент. Очень много чего сделано и по благоустройству, по инфраструктуре. Поэтому основная задача у нас и дальше – это проводить все те же самые работы, которые были, благоустраивать, именно для людей устраивать все. По Островецкому району приток людей есть постоянно, поскольку идет развитие инфраструктуры, благоустройство всех мест, какие-то зоны отдыха, развлечения. Также идет сейчас как развитие туристического потенциала. Сам Островецкий район, у него 50% площадей занимает лес. Сарачанские озера – это жемчужина нашего района. Поэтому в этом направлении и дальше будем работать, развивать туризм и, соответственно, притягивать людей. Мы немножко Комитет госбезопасности переформатируем в плане усиления госсекретариата и воздействия, влияния на Комитет государственной безопасности. Ну, так как в основном у нас у тебя сейчас строится с военными взаимоотношения, потому что ты сам военный, это и хорошо. И тут ты как рыба в воде. Чуть-чуть меньше, чуть-чуть. С МВД, но попроще. А КГБ это вроде бы терра инкогнита. Я туда не касаюсь, они президенту подчинены напрямую, ну и пусть подчинены. Нам тут вот не потерять из поля зрения и в госсекретариате Комитет госбезопасности. Первый зам комитета, генерал КГБ. Ну, это хорошо, что он первый зам, так он зам. А я говорю о госсекретариате. Я хочу, чтобы вы понимали, что роль государственного секретаря и госсекретариата будет усилена. Ясно, что есть детали и нюансы, это председатель КГБ знает, которые докладываются только президенту. Внешняя разведка еще, агентура, наша резидентура и прочее.
но это только президент должен знать. Это не должно распространяться, рассекаться и так далее. То есть есть специфические вопросы, по которым докладывается информация и получается согласие или одобрение, или какой-то замысел, какая-то программа. Но организационные вопросы, кадровые вопросы, где надо обсудить чего-то, ну и присматриваться должен госсекретарь и госсекретариат. Так как правительство министерствами занимается, так госсекретариат должен заниматься всеми силовыми подразделениями. Ну и докладывать президенту. Это не значит, что у меня не будет прямых отношений с министром обороны или с председателем, тем более председателем КГБ, который напрямую подчинен президенту. Есть прямые отношения, я за этим очень слежу, потому что военные люди в погонах, они очень самолюбивы. И это зона ответственности президента. Я часто говорю госсекретарю, ты помощник президента по этим вопросам. Но несмотря на это, как госсекретарь, твоя роль будет усилена. Вот с сегодняшнего дня, почему я вас и пригласил, чтобы вы это понимали. Без всяких излишеств. На моем уровне мы совершаем немало сложных, тяжелых командировок, как это было в последний раз, когда пришлось посетить 4 страны. Договариваемся. Там, где мы бываем, так без лишней скромности скажу, что нас не просто хорошо принимают, нас понимают и с нами хотят сотрудничать. Мы определяемся по некоторым проектам, где 2, где 3, а где, вот как мне докладываете вы, в правительстве, я так понимаю, в администрации проработали эти вопросы. По Китаю, допустим, аж 20 проектов. Вроде бы договорились на уровне президента. Вижу, что ответственные лица, которые ведут со мной переговоры, делегации, с другой стороны, как это в Индонезии было, в Мьянме и так далее, хотят с нами сотрудничать. Мы договариваемся о конкретных проектах, например, как в Омане мы были, ну, вы знаете, что за страна, не бедная страна, очень интересная, Роман Александрович, вы знаете, хорошая страна. Кстати, они нам выделяют территорию, землю, там и так ее лишней земли нет. Но самое главное, они готовы, заявили желание построить у нас целлюлозно-бумажный комбинат, что нам крайне необходимо, уже много раз подчеркивал. Я как пример это привожу. Крайне необходимо, потому что мы не успеваем, как-то я вижу с воздуха, перерабатывать тот лес, который зреет на корню. Лес перезрел, все, только на дрова. Поэтому нам надо разумно, без излишеств, перерабатывать это сырье, это наше достояние. То же самое по сельскому хозяйству. Там на скалах и в горах не вырастешь продукты питания, и они очень много закупают. Готовы, мы с султаном давно дружны даже, готовы работать. Опять Роман Александрович знает, что такое личные отношения на Ближнем Востоке. Без этого не может быть никаких проектов. Поэтому договорились. Вот это будем делать. Прошло уже немало времени. Что сделали? Правительство мне докладывает, уже второе правительство, второй премьер. Меморандум подписали.
думаем, планируем. Ну и сколько мы будем планировать? И так по другим вопросам. Видя это, я поручил главе администрации подготовить сегодня совещание. Пусть ответственные лица от имени правительства, других органов власти скажут, а что же сделано? Побыл президент, договорились. Я стараюсь, чтобы в результате визита командировки окупались несколько раз. Это и происходит, но нам этого мало. Нам надо продавать свои технологии, продавать свою продукцию, которую мы производим и которая нужна в этих странах. Мы же просто так не ездим. Вот, допустим, в Индонезию поехали, одно из предприятий МАЗ поставляет туда с оплатой больше 1000 единиц техники своей. Только в этом году. И не только, но я к примеру говорю. Поэтому эффект от таких командировок приличный, но я боюсь волокиты. Чтобы это все не утонуло. Вот договариваемся, и все это где-то утонет. Вот суть вкратце сегодняшнего мероприятия, чтобы не заволокитили, чтобы эти командировки, особенно на уровне главы государства, не проходили мимолетом и мимо цели. Но кроме этого и министры, и премьер-министр же совершают соответствующие командировки. Ну, это все хорошо, это дипломатия. Но съездили, а результат? Дмитрий Николаевич, вы, как бывший посол, бывших не бывает, должны это четко понимать. И вы, как человек системный, должны держать это все на контроле. Никто не должен мимо кассы прилететь. Поэтому, будучи озабоченным результатами командировок, прежде всего на самом высоком уровне, я вынужден был назначить это совещание и послушать наших ответственных лиц и правительства, других должностных лиц, как реализуются обозначенные проекты. И это элемент президентского контроля, реализации важнейших договоренностей с зарубежными странами. Это уже я конкретно говорю. Конкретно инвестиционных проектов, причем как у нас в Беларуси, так и белорусских проектов за рубежом. В части экспорта в начале этого года наши предприятия сработали неплохо. Экспорта в целом. Я хочу, чтобы понимали все, я премьер-министру персонально на второй день его работы поручил: посмотри внимательно за нашими предприятиями промышленности. И промышленностью в целом. Меня беспокоит, несмотря на небольшой рост промышленности, слава богу, падения нет, вы информируете, что по экспорту неплохо, это главное, потому что у нас экспортоориентированная страна, зачем производить, если продать не можем? И обращал ваше внимание на качество. Вот сейчас я очередной обзор, который готовит мне пресс-служба президента, посмотрел. Они мониторят все по факту и выписывают на стол мне критические замечания от наших людей. По Атланту там, это что такое? Я, конечно, понимаю, что кто-то там пишет, я увидела какую-то царапину на холодильнике. 2 года эксплуатировала холодильник, увидела царапину. Ну хорошо, но если ты на новом холодильнике видела царапину, в магазине не надо было покупать этот. Там же не один холодильник стоял. И это есть. Но дыма без огня не бывает. И у нас Атлант, наверное, не в самом лучшем состоянии сейчас. И где мое требование по качеству? Я пример привел. Это касается не только Атланта. Поэтому министр должен зарубить себе на носу, что даже мелочь от людей у меня это на контроле. Я не хотел бы, чтобы, присаживайся, у меня складывалось о вас плохое впечатление, а через вас о правительстве. И премьер-министр должен понимать, что у нас в среднем температура вроде бы неплохо, и экспорт идет, но есть 3-4-5 предприятий, а это не просто предприятия, целое объединение, холдинги, производственное объединение, которые у нас ни шатка, ни валка работают. Надо разбираться немедленно и пресекать это на корню, особенно по качеству. Но если вы не можете объемы произвести такие, ну сделайте качественный продукт, чтобы люди хотели купить ваши товары. В части экспорта, как вы меня информируете, в начале этого года наши предприятия якобы сработали неплохо. В ходе состоявшегося большого визита в адрес нашей страны также было высказано немало добрых слов и обозначено планом. То, о чем я говорил.
Вместе с тем давно известно, что для успешного освоения рынков, особенно дальних, простой торговли сегодня мало. Чтобы работать в Китае, особенно в Китае и других странах, простой торговли мало. Это мы видим даже в России. Считайте, как одна страна мы работаем в экономике с Россией. Простой торговли мало, задача решается через кооперацию, вынос финишного производства ближе к потребителям, создание на месте своих или совместных объектов логистики и производства. То есть каждый, как и мы, пытается на технологиях белорусских там, или мы на технологиях китайских притянуть себе производство и создать здесь предприятие. Инструментарий для достижения этих целей имеется, причем многое сделано за последние месяцы. Заложили инвестиционную составляющую в программу действий правительства по развитию сотрудничества со странами дальней дуги и, прежде всего, Африки на 26-30 годы. С Китаем с 1 января этого года заработало соглашение о торговле услугами и осуществлении инвестиций. В мае принята новая директива президента с четким акцентом на привлечение прямых инвестиций. Можно сказать, выстрадали пул из 60 проектов, некоторые не проекты, а идеи, на сумму порядка $6 миллиардов для привлечения инвесторов. Вроде бы ничего, 60 проектов, $6 миллиардов. В июне 2026 года Совет министров наконец утвердил стратегию развития мультибрендовых сервисных центров белорусской техники и промышленного оборудования в других странах СНГ и Дальней Дуги. Без этого никуда. Никто вашу технику покупать не будет, если он не будет видеть, что там можно ее подремонтировать, гарантийное обслуживание осуществить и обслуживать в перспективе. Эти документы не должны лежать мертвым грузом, должны стать руководством к действию. Кратко я уже об этом говорил. Причем к немедленному действию, без волокиты. По моим ощущениям, разворачиваемся все равно крайне туго. Я тоже об этом говорил, поэтому я решил назначить это совещание. Сегодня важно понять, что нам мешает. Первое. Наша собственная внутренняя неразворотливость, недисциплинированность и бюрократия сами по себе создаем надуманные бюрократические проблемы, с которыми героически боремся месяцами. И даже часто я приводил эти примеры. Бывает так. Президент принял решение. Осталось только его облечь и подписать соответствующий указ президента или распоряжение. Месяцами принятое решение вы пытаетесь на одном листе подготовить указ или распоряжение для подписания президента. Ну что это такое? Последний пример – история с проектом нового, как я уже говорил, целлюлозного комбината на Витебщине. Оказывается, нужно аж 2 президентских указа. Первый, чтобы в буквальном смысле слова расчистить площадку под строительство старых инвесторов. Второй, чтобы запустить новый инвестпроект. Ну 2 так 2. Неважно, 2 или 1, но вы внесите. Начинают предлагать, а давайте все в 1 указ, а другие в 2 указа. Чиновники переливают из пустого в порожнее, который месяц, а проект не двигается. Вот отсюда и предложение: боты одели, кирзовые сапоги и в армию. Договоренность на высшем уровне давно достигнута, а мы утонули в бюрократии. Я прошу по всем инвестпроектам, которые будем сегодня обсуждать, четко сказать, где реальные проблемы, а где волокита с нашей стороны. Второе – финансовый аспект. Мы знаем, что интересует зарубежных партнеров. Сборочное производство, сервисные центры. Так же, как Беларусь тянет к себе, я уже говорил, автопроизводителей и других, мы видим, что и нас туда приглашают. Давайте, мы готовы, только давайте у нас, начиная даже со сборки, а затем более глубокая кооперация и локализация. И это хорошо. Однако не во всех случаях нам достаточно внести в капитал совместных компаний интеллектуальную собственность. Как и Беларуси, этим странам нужны живые инвестиции, средства для строительства новых предприятий.
по нашим технологиям. Пока, например, в Африке у нас получается реализовать относительно небольшие проекты с прямыми белорусскими инвестициями. Сборочное производство сельхозтехники в Нигерии, сервисные центры там же, а также в Зимбабве и Того. Вот еще меня настораживает, я хочу, чтобы Рыженков это понимал. Вот побывал где-то в Африке, вот туда. Нам надо четко определиться в правительстве, куда в Африке мы должны идти. Мы не Россия, не Китай и не Америка, чтобы фронтом идти с севера на юг или наоборот. Нам надо четко определиться. Запад, восток, на юге предприятия или на севере. Как я вижу, с Алжиром можно работать. Это делать быстро, пока там президент, понимающий, взрослый человек, понимает, что такое еще помнящий Советский Союз. С ними надо работать. Не отказываться от работы с Египтом, не отказываться от работы с Ливией и даже с Суданом. На Западе мы видим Оман, через Оман Танзанию, которая раньше государство, империя оманская была. На востоке Танзания и другие государства входили в этот состав. И с султаном разговаривая, я его попросил, ты нам помоги на востоке. С Кенией мы вели диалог, я там бывал. Хороший тоже президент, они нас ждут. Огромная страна. Вот на востоке. На западе, ладно, пускай будет Гана. Сегодня ответ мне прислал президент, благодарит за визит. И вот только что я прочитал, готов сотрудничать всячески. Хорошо, пускай на западе будет Гана, там хорошие порты. Вот зашли с востока, запада, с севера, понятно. На юге у нас есть Зимбабве. Если вот министр побывал там, мы подключим Мозамбик и Зимбабве, будем сотрудничать. Мозамбик – это побережье Индийского океана. Мы через их порты можем сотрудничать с Зимбабве и другими странами. Что еще надо? Больше ничего не надо. Мы не гиганты. Гигантомании мы страдать не должны. Мы должны определиться точно, куда нам идти. Конечно, после Зимбабве к нам готовы с нами сотрудничать все африканские страны. Мы готовы поставлять им свои технологии, свою технику, помогать с кадрами и прочее. Но денег у нас не хватит, чтобы создавать там опорные какие-то пункты в виде каких-то предприятий. Конечно, не хватит. Но надо стараться охватить это. Тогда с нами будут сотрудничать еще и потому, что мы можем и российские компании через себя выводить на африканский рынок. Вот это очень важно для нас. Не заволокить, не забюрократизировать, а двигаться вперед. Но, говорят, частник частником, но у него и ресурсов, может быть, и ограниченное желание. Поэтому государство должно работать. Белорусские комплектующие, лицензионные платежи, прибыль от реализации. Это для нас важно. Трактор МТЗ в Пакистане и Африке работает 20-30 лет. За это срок оригинальными запчастями, шинами, расходными материалами к нему выручку, как еще можно получить за таких 2 трактора. Запад давно уже у нас научил работать. Чуть дешевле продавали, сейчас, правда, уже цены приличные. Дешевле продали автомобиль, а на запчастях они имеют еще 2 автомобиля. Если видим реальную перспективу, если нужно застолбиться на рынках в опорных странах, то почему не используем государственный финансовый ресурс, чтобы помочь нашим флагманам? Не очень видна роль Национального банка в этом процессе. Повторюсь, Роман Александрович, премьер 1, премьер 2, бывших не бывает. Вместе с правительством Национальный банк отвечает за экономический рост, важнейшей частью которой являются эффективные инвестиции. Поэтому, когда где-то косяки у правительства, я сразу вспоминаю тебя, Роман Александрович. Знаю главную отговорку, когда речь идет о бюджетных деньгах, тем более о резервах, финансисты сразу кивают на производственников. Нет всесторонне проработанных бизнес-планов. Так прорабатывайте. Для этого мы сегодня и собрались. Поэтому считайте вместе с Банком развития. В конце концов, речь идет о 3-5, но пусть 10 проектов в год. Никаких отговорок быть не должно. Главное на сегодняшнем совещании, чтобы вы услышали меня
и отреагировали не так, как это на селекторное совещание, от еще одного селектора Натальи Ивановны и заканчивая какими-то шатаниями по полям министров. Я вас не к этому призывал. Это Юрий Николаевич мне докладывал, где ты у Барановичах, где на поле? Ну, может, это и не министра дело, хотя и на поле иногда надо посмотреть. Я тут тебя не критикую, но чтобы вы не понимали, это дословно, что я говорю. Просто в кабинетах не надо сидеть, поезжайте к людям, поговорите по-людски. Это очень важно. По-деловому. Надо ехать туда, где будет результат. Не надо это на публику показывать президенту по телевизору и прочее, прочее. Не надо. У меня другие методы работы, стиль работы. Я вижу, кто чем занимается. Поэтому давайте вот по существу, по делу будем решать те или иные вопросы. И еще, не обещайте то, чего вы не можете сделать. И то, что Беларуси сегодня не нужно. Надо делать только то, что мы можем на сегодняшний день. Потому что везде нужны деньги. Лишних денег нет. Ну вот давайте и начнем. Меня интересует Китай. Вы звонили, у тебя 5 минут, максимум 6, для того, чтобы четко сказать, проект есть, двигаемся, не двигаемся, как двигаемся, сколько собрал автомобилей, сколько собрал коробок передач, двигателей. Ведь мы договорились, что наши отношения с Китаем будут основаны на кооперации. Да, промышленной интеграции, это правильно. Меня очень беспокоит промышленность. И вот некоторые журналисты начинают президента захваливать, поддерживать его. Они думают, что я больше люблю сельское хозяйство. Товарищи, дело не в сельском хозяйстве. Я уже говорил, если о сельском хозяйстве, мы вон под открытым небом. Сегодня лило здесь вокруг так, что я 3 раза ночью вставал и смотрел в окно, когда дождь прекратится. И обрадовался, когда утром по суше стало быстрее, спутниковые снимки начал смотреть, где там на нас какие облака. Главное не это, не в этом у меня. Деревню надо сохранить. Деревню надо спасти, потому что без деревни нет страны. Но это разве нормально, если у нас, в Украине или в России исчезнет деревня? Что молодое поколение приходит, они не знают, что такое деревня. Вилы от лопаты отличить не могут. А не то, что там робот какой-то, сложная техника и так далее. Надо молодежь приучить к этому. Ну, это так уже отвлекаясь. Поэтому расскажи, что за это время сделано. Потому что ты провел большую работу после моей встречи с Си Цзиньпином, там и форум регионов. Это первый был, да? Да. Вот это очень хорошо. Потому что некоторые регионы, как 5 Белоруссий, а то и 10. 50 миллионов, там 30 миллионов. Огромные регионы. И Си Цзиньпин прав, когда мне говорит, надо напрямую с регионами работать, они многое могут. И ты, наверное, должен почувствовать, скажешь нам, это почувствовал ли, правильно ли это курс. Нам, если по всем этим регионам с ними сотрудничать, так мощи нашей не хватит. Да, конечно, не хватит. Поэтому надо выбирать главное, исходя из магистрального пути, промышленность. Мы определили, что главное – это кооперация в промышленности. Уважаемый Александр Григорьевич, за 5 лет валовый объем инвестиций из Китая превысил 1,3 миллиарда. Ярким примером того, что капитал из Китая идет в нашу страну, является увеличение количества организаций. За предыдущую 5-летку они увеличились в 1,5 раза, организации с капиталом из Китая, до 242 организаций, которые имеют накопленные прямые инвестиции 597 миллионов долларов, то есть вложенные в страну постепенно, и с численностью 8 тысяч человек. В 2025 году с привлечением китайского капитала и технологий реализовывалось порядка 60 инвестиционных проектов с общим объемом заявленных инвестиций 1,6 миллиарда долларов. Из них 52 проекта в китайско-белорусском индустриальном парке. На данный момент активный инвестиционный портфель с Китаем включает 80 проектов, около 80 на общую сумму 5 миллиардов долларов. 35 проектов у нас погружены в директиве, по ним есть четкие, как знаете вы, конкретные сроки реализации проектно-сметной документации, строительно-монтажных работ и ввода в
эксплуатацию. 23 производственных проекта в парке и 22 проекта сформированы уже после принятия директивы. Акцент, упор, направления, они определены еще с 2023 года, определены президентом же нашей страны. Это промышленная кооперация и технологическое совместное сотрудничество. Это главный упор, и по большому счету те несколько десятков проектов, которые сегодня были доложены руководителю нашей страны, в основе своей они и формируют также промышленную, автомобильную, станкостроительную, машиностроительную и логистическую отрасли, включая элементы, достаточно, на наш взгляд, актуальные. Это элементы туризма, элементы строительства совместно с китайскими коллегами, гостиниц санаторного типа в режиме медтуризм с элементами традиционной китайской медицины. Это новое направление, которое открылось на состоявшемся форуме в Ганьсу, и мы считаем, что это очень перспективное направление и востребованное как внутри страны, так и для гостей нашей страны. Задача сегодняшнего совещания для меня, по крайней мере, была в том, чтобы обозначить реально всю глубину и масштаб сотрудничества с Китаем руководителю страны еще раз. Но задача не масштабироваться, а, как президент четко сказал, не нужно страдать глобализмом, нужен конкретный результат. Поэтому сегодня задача стоит в том, чтобы эти проекты, которые уже на повестке есть, плюс те, которые прорабатываются сегодня, этот процесс не останавливающийся. Инвестиционный процесс — это процесс постоянный, а особенно с Китаем этот процесс постоянный, повторю еще раз. С тем, чтобы они были, первое, реализуемы, второе, полезны стране. Чтобы мы не вдавались в сотрудничество ради сотрудничества, и такой очень мощный акцент, посыл заключался в том, что мы многое действительно можем делать сами. Мы можем подсмотреть, увидеть, посоветоваться, но когда мы это сделаем сами, своими руками, это действительно будет надолго и, самое главное, с гарантированным качеством. Поэтому, собственно говоря, можно сказать, идеологема совещания этого было качество. Качество и проектов, качество и товаров, которые производим мы уже с точки зрения экспортного потенциала в тот же самый Китай и в страны Африки. У нас на уровне правительства принята соответствующая программа, скажем, стратегических действий с развития странами Африки на 26-30 годы. Там как раз определены опорные точки, с которыми мы работаем. Есть страны перспективные, то есть перспективные в части активизации сотрудничества. И в первую очередь такая работа будет организована именно в этих странах. И есть конкретные уже и наработки, как я сказал, есть конкретные проекты, но и результаты сами себя там не заставят ждать. Уже первый год, 2026 год, тоже должен дать соответствующий результат в части взаимодействия и в рамках внешнеторгово-экономического сотрудничества. Поэтому будет возможность подвести уже по итогам 2026 года итоги. По Индонезии это, конечно, очень важная реализация всех договоренностей, которые достигнуты в ходе этого визита, встречного договоренности достигнуты на уровне глав государств. Поэтому это и поставки сельскохозяйственной продукции, это продуктов питания. Подписаны в ходе визита были достаточно емкие контракты и организована работа по их исполнению. Это и поставка, опять же, техники, это и вопросы реализации дорожной карты, которая была одобрена на уровне глав государства. Там затрагивается большой спектр направлений деятельности, как и поставки продукции, расширение номенклатуры, это промышленная продукция, сельскохозяйственная, также и локализация отдельных производств белорусских производителей. Ну и в дальнейшем выстраивание долгосрочного взаимодействия в рамках реализации совместных проектов. По Африке, да, отношения с африканскими странами у нас динамично развиваются, обеспечивается поставка продукции, расширяется и перечень номенклатуры, увеличиваются объемы. Это, опять же, и промышленная продукция, это вопросы решения продовольственной безопасности в этих странах.
Их интересует не только сама поставка техники, поставки продуктов питания, но и, конечно же, возможность использования технологий, компетенций, которые имеет Республика Беларусь. А для нас это возможность выстраивания долгосрочных контрактов. То есть, поставив технику, нужно заходить туда со своими компетенциями, технологиями через и сервисное гарантийное, постгарантийное обслуживание. Это наличие всегда запасных частей, которые могли быть оперативно использованы в случае необходимости планового, внепланового ремонта этой техники. Ну и, конечно же, реализация совместных проектов по сборочным производствам. Есть уже конкретные примеры работы сервисных центров, таких как Зимбабве. Есть планы и проекты в других странах, там, Нигерия, Того, Гана, где, в принципе, в ближайшее время такие центры появятся. А самое главное, будет переход уже на создание сборочных производств, где будут использоваться белорусские машинокомплекты по сборке этой техники. Будет обучение персонала, который будет эксплуатировать эту технику, и в дальнейшем также будут участвовать и в ремонте этой техники. То есть это уже совсем другой уровень компетенции будет у местных специалистов. Ну и, конечно же, это позволит в дальнейшем выстраивать четкие планы там, на 2-3 года в части и производства этой техники, а самое главное, уже будет организовано в дальнейшем и производство оборудования, которое будет, навесного прицепного оборудования, которое будет использоваться в этой технике, и в целом там будут охватывать всю технологию, связанную с возделыванием, обслуживанием и в дальнейшем сбора урожая и создания конечного продукта для людей. Вы прекрасно знаете про топовые проекты, которые мы реализуем в нашей стране с привлечением капитала из Объединенных Арабских Эмиратов. Это и гостиничные комплексы, это большие жилые постройки, застройки нашего города. Это еще есть ряд проектов, которые находятся на одобрении у главы нашего государства. Счет там идет на миллиарды. Да? Все это идет на пользу нашему народу, жителям города, поскольку это не только строительство, к примеру, жилья коммерческого, но это школы, это детские сады, это инфраструктура, ну и так далее. То есть здесь мы видим такое соприкосновение наших необходимостей и инвестиционных возможностей наших партнеров, которые идут на пользу нашему государству. Оман. Президент хорошо осведомлен, конечно же, о всех проектах с Омана, они у него на кончиках пальцев, как говорят. Есть желание наших оманских партнеров и друзей именно заземлить свои экономические интересы у нас в стране. Для этого наши партнеры и друзья хорошо достаточно подготовленно подходят к этому, открыв уже в июне этого года так называемое экономическое посольство своей страны. Это такой специальный фонд, который будет заниматься урегулированием проектов совместных, каких-то деталей, каких-то нюансов, потому что вы сами понимаете, любое инвестирование, даже в нашей стране с минимальным уровнем бюрократии, это последовательность определенных шагов, которые нужно пройти. Оман также заинтересован и в создании совместного производства сухих смесей и для детского питания, и просто сухих смесей, как у нас на территории, так у себя. Здесь, конечно, момент такой, что в ближайшее время мы определимся, где же это будет выгодно нашим партнерам, ну и, соответственно, будем двигаться в этом ключе. Азия, она достаточно большая, это же не только Индонезия, где вы прекрасно все хорошо осведомлены, прошел визит нашего президента. Ну, давайте посмотрим, еще есть Вьетнам, есть еще Индия, есть еще Пакистан, есть еще Мьянма, где опять-таки президент был не так давно. С этими странами есть как инвестпроекты, к примеру, в медицину, создание лекарственных средств на нашей территории. Это тоже достаточно крупные проекты со стороны Индии, где речь идет о миллионах долларах США вложения. Это такие, знаете, монументальные вложения на долгие годы. Это и строительство, и производственные мощности, создание рабочих мест, опять-таки, да. Так и есть те проекты, которые мы с нашими партнерами реализуем уже там, за рубежом. Там, конечно, есть такой фокус в тех компетенциях, в которых мы с вами сильны. Это либо производство тракторов, да, и либо совместное производство, либо сборка наших МАЗов. Страна от стране имеет свои нюансы. Где-то экономически выгодно покупать двигатель на месте, да, чтобы обойти пошлины экологические. Где-то мы хотим, как в Индии, например, мы хотим сделать такую локализацию, чтобы подпадать под государственную программу «Сделано в Индии».
Ну, вы сами понимаете, это минус пошлины, минус открытие к тендерным возможностям в этом государстве, ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, если мы с вами так вот посмотрим укрупненно на вот эту вот пеструю картину инвестиционного сотрудничества из этих регионов у нас и наших возможностей там, она, конечно, ну, имеет положительный тренд. Все кроется, конечно же, в нюансах. Тут уже органы, государственные органы, об этом говорил и премьер-министр в своем выступлении, и докладывающие вице-премьеры, все заточены на получение результата для того, чтобы мы достойно на внешнем контуре представляли свою продукцию через инвестиционные проекты и, соответственно, чтобы мы достойно с вами принимали эти инвестиции из этих стран и заземляли у себя в стране.